Мы придумали, что мы сравним сегодня разум и чувства. Ну, это достаточно гениально такое изобрести. Это Достаточно гениально. Достаточно гениально. Я открыла для себя раннего Вильнёва, и он великолепен. Можно я про пожар скажу? Скажи про пожар. Это фильм, который мне очень нравится, но я засыпаю на нем. С пауканом. Когда просто вот от этого звенящего пафоса... Это настолько мой режиссер, я поражена. Горы мусора очень красиво Это сделаны. вот скип, пожалуй. И вместо матери был бы отец. Блин, это офигенно. Всем привет! В эфире шоу Split Screen, подкаст, в котором мы берем два явления из мира кино, сериалов, видеоигр, книг и сплитим их, то есть сравниваем друг с другом. Тема нашего третьего выпуска — Нолан vs. Вильнёв. Меня зовут Света Храновская. А я Артём Коновалов. Привет, Свет. Итак, Света. Третий выпуск. Итак, Света, Нолан и Вильнёв. Нолан и Вильнёв. Почему вообще выбрали эту тему? Почему? Почему Нолан и Вильнёв? Нолан и Вильнёв, потому что это два современных режиссера, которые очень похожи по своему подходу к кино, по темам, которые они выбирают, и по масштабам, в которых они снимают фильмы. И мне кажется, это два представителя такого арт-мейнстрима. У нас, напомню, существует в кино такое условное разделение на массовый кинематограф. Это кинематограф, нацеленный на зарабатывание денег. Это, как правило, какие-то франшизы, вот типа там супергероика, блокбастеры, что-то, что привлекает зрителей в кинотеатре и собирает большую кассу. И авторское кино — это кино уже другого формата, где главным является режиссер и его режиссерский стиль. И когда ты идешь на авторское кино, ты идешь на автора. То есть там я иду на Джармуша, на Вуди Аллена, я иду на Андерсона, и здесь важно имя. И вот мне кажется, что Нолан и Вильнёв — это два таких режиссера, которые где-то между находятся. Что, с одной стороны, они делают очень массовое, дорогое кино, которое собирает кассу, но при этом у каждого из них есть свой авторский стиль. И ты, когда идешь в кино на Нолана, ты идешь в кино на Нолана на самом деле. И вот это интересное явление, вот это промежуточное какое-то состояние. И я вот не могу вспомнить никого другого сейчас, кто подошел бы вот в эту категорию. Для меня раньше это был, наверное, Спилберг, это Скорсезе, но чем еще похожи Нолан и Вильнёв, они на самом деле примерно одного возраста, да, они оба сейчас достаточно успешные режиссеры, и это правда арт-мейнстрим. То есть они делают большое кино, но с авторским привкусом, Ну да, да. то есть его нельзя назвать просто каким-то тиражным. Оно массовое, но оно авторское. И у них получается усидеть на двух стульях, что интересно. Вот это мы сегодня, наверное, с тобой и обсудим. Авторское, коммерческое, как это переплетается между собой. Для меня еще Нолан и Вильнёв — это немножечко противостояние такое разума и чувств. Ну да. Потому что Нолан, он как бы более такой интеллектуальный режиссер. У него головоломки Да, больше. головоломки, какие-то ребусы, а Вильнёв — это больше такая поэзия, больше чувств. И поэтому мы в этом выпуске придумали одну интересную фишку. Мы, помимо того, что мы сегодня будем батлить Нолана и Вильнёва, мы придумали, что мы сравним сегодня разум и чувства. И наш выпуск с помощью нейросетей мы проанализируем и посмотрим, что победит: разум или Да, это чувство. вообще не зависит от нас. Это Ну, абсолютно это, сейчас... слушай, это просто, наверное, это зависит от космоса, да, Да. от Я вообще связи не с знаю, как будет, подсознательным. да. Вдруг Нолан Да, да. выиграет. То есть мы, смотри, что мы делаем? Мы анализируем полностью наш выпуск, что мы говорим, как мы действуем, какие слова, термины и прочее, и прочее. И у нас, как в классических файтингах, да, будет вот такое вот Где-то сверху у сражение. нас Где-то сверху сейчас появились... появится интерфейс минималистичный, да. Вот. Посмотрим, кто победит. Поэтому у нас сегодня две битвы: Нолан против Вильнёв и разум и чувство. Посмотрим, что из этого получится. Кроме этого, мы в этом выпуске решили провести небольшой розыгрыш. Мы разыграем журнал «Орнамент». Это журнал и кино иллюстрированный, который посвящен Нолану. Это очень клевый выпуск с клевой структурой, но условия и все подробности будут чуть дальше в наших сплитах, так что не пропустите, смотрите до конца.
себя добавлю, это реально очень классный номер, и Света почему-то не сказала, что она шеф-редактор и креативный директор этого Скромность. журнала. Да, да. Вот, поэтому кто еще не обзавелся этим журналом, мы его разыграем. Вот, в общем, там на самом деле очень много крутого про Нолана, что-то, что уже, наверное, люди знают, что-то, что нет, но просто ради иллюстрации и, конечно, текстов нужно читать этот журнал. Тексты, да, что все. Спасибо. Супер Окей, реклама. да, да, да. В общем, все читаем "Орнамент". Давай, немножко контекста, да. Мгм. Каждый наш, выпуск, мы стараемся чуть погрузить людей. Для меня Нолан и Вильнёв — это такие мастодонты. Хотя, наверно, Нолана знаю чуть больше. Мне тоже кажется. И, когда говоришь "Вильнёв", все такие: "А кто Дюна, это? Дюна. Что?" "Дюна", да. То есть заход либо через "Дюну", либо через, "Бегущего по "Бегущего лезвию". бегущего по лезвию", да. То есть вот через вот эти, 2 фильма. Давай дадим немножко контекста. Если ты не против, я начну с какой-то, наверно, такой просто личной истории знакомства, да, с ними. Первый фильм Нолана, который я посмотрел, это был "Бэтмен. Начало" в Мгм. кинотеатре. Я не могу сказать, что он тогда в меня зашел, но я почувствовал, что Бэтмен чё-то стал каким-то другим, да, какие-то такие вайбы зарождающейся серьезности. Тогда, на самом деле, кинокомиксы, они еще не стали вот такими, какими они являются сейчас, М. да, но он на меня тогда не произвел большого впечатления. Но потом я, посмотрел "Мементо", я тогда начал увлекаться вообще каким-то кино с нестандартными оригинальными сюжетами, инди-кино. И, я посмотрел "Мементо", "Помни", и он, конечно, произвел на меня такое достаточно сильное впечатление благодаря своей структуре. Вот тогда, конечно, я понял, что Нолан — это помимо эстетики, это еще про время. Мгм. Он очень любит играть со временем, со структурами времени, и, в принципе, все его творчество, да, этому посвящено. Поэтому, наверно, "Мементо" уже попал в меня. После этого Нолан стал моим режиссером. И, следующий фильм, который я посмотрел, наверно, это был "Темный рыцарь". Я помню, что я его посмотрел на свой день рождения. Он прям вышел в мой день рождения как подарок. Я помню, что я собрал друзей, мы пошли, и это, конечно, был какой-то невероятный киноэкспириенс. Начальная сцена ограбления и дальше. И, ну, мы знаем, что сейчас это просто культовый фильм, культовый Хит Леджер в роли Джокера. Ну и вообще вот и Нолан, мне кажется, для многих начался вот, с тех фильмов. И у меня были с ним, теплые дружеские отношения. В какой-то момент, честно, все немножко сломалось. И, наверно, с третьего фильма про Бэтмена, он называется "Бэтмен. "Возрождение легенды", Возрождение легенды", да. "Темный рыцарь Вот там у возрождение". меня начались какие-то поломки. Я думаю, что мы с тобой потом, когда будем Мгм. обсуждать фильмы, уже вот это пытаемся, значит, достать и разобрать, потому что мои отношения с Ноланом немножко подпортились, да, если, Перестал отвечать те на смски. да, да, он как-то стал меня игнорировать. Что касается, Вильнёва, я посмотрел первым, вообще фильм "Пожары", Мгм. который мы недавно с тобой пересматривали. Ты вообще его первый раз, Да. смотрела. И он в меня прям сильно попал, потому что такое эмоциональное, Это мощное достаточно кино. тяжелое, мощное кино. Кстати, тоже с интересной структурой, с необычной. И, он в меня попал сразу, и дальше я просто вот следил за его творчеством, да. И, наверное, Вильнёв вот, своей эмоциональностью, он как будто, знаешь, вот меня, Мгм. прострелил. И я могу сказать, что сильно мое отношение к нему не менялось, да. Вот. Но для меня этот, "Версус" всё равно очень интересный, потому что я не знаю, что мы с тобой выберем. Я реально не знаю. То есть для меня это такой ребус, такая загадка. Вот, давай отправимся в это путешествие, но прежде вот дай свои истории, дай свои эмоции. Как? Да, у меня, конечно, здесь интересно. Я очень ждала этого выпуска, потому что, ну, для меня это такой эксперимент. Я расскажу личную историю. Когда-то у Артема было свое шоу, куда он пригласил меня и мою коллегу Марго на интервью. И у него там была игра, и он задавал вопросы, типа там, условно, Вуди Аллен или Уэс Андерсон, и нужно было выбирать. И на карточке Нолан или Вильнёв я ехидно прыснула и сказала, что никто. И это правда было так. И несмотря на то, что у нас в "Орнаменте" есть номер про Нолана, для меня это
такие 2 режиссера, которые я бы просто сказала, что не совсем моё кино. И когда мы делали номер, про Нолана, я для себя открыла Нолана, который мне интересен, на самом деле чувствительную сторону, о чём мы тоже с тобой сегодня поговорим. А Вильнёв был для меня такой что-то вроде Нолана. Я его не особо смотрела, я видела "Дюну" и, кажется, вообще-то всё. И мне казалось, что это будет то же самое, вообще не моё. И я даже не хотела туда погружаться. Но когда мы придумали этот выпуск, я такая: "Блин, это клёвый вызов, это клёвый челлендж посмотреть, всего Вильнёва и вообще реально сравнить двух режиссёров, которых почему-то сравнивают, но для меня непонятно почему, потому что я там не просматривала всю его фильмографию. Поэтому для меня это супер интересно, что будет, и я для себя сделала огромное количество открытий. Вот если говорить про, как я с кем знакомилась, я, честно, уже даже не вспомню, что у Нолана я посмотрела первым. Возможно, это было начало, знаешь, когда он там выходило и гремело. Но я была впечатлена, но я понятия не имела, что это Нолан, потому что это вот было время, когда я даже не смотрела, какой режиссёр снял какой фильм, просто впечатлялась фильмом. Ну и как-то в целом всё. Просто периодически что-то смотрела, но не сильно погружалась. А с Вильнёвым, да, я смотрела "Дюну", потому что все её смотрели, мне надо было посмотреть "Дюну", плюс я смотрела "Дюну" Линча, я люблю Линча, и мне было интересно посмотреть на эту разницу подходов, эту разницу фильмов. И знаешь, для меня это было такое касание. Но если говорить про моё отношение сейчас, если кратко, вот без погружения, я открыла для себя раннего Вильнёва, и он великолепен. Это настолько мой режиссёр, я поражена. Вот я говорю про ранние его фильмы, про "32 августа на Земле", про "Водоворот", про "Политех", про те же "Пожары", которые ты упоминал, потому что, ну, это, получается, 4-й полнометражный фильм его. И вот этот Вильнёв, который кажется мне инди. И которого на самом деле мало кто знает. Мне Мало кажется, с кто знает, "Пожаров" да. более-менее его знают, а вот эти первые 3 работы, мне кажется, "Август" и "Водоворот" вообще особо никто не смотрел, у меня такое ощущение. Но для меня вот этот Вильнёв — это какое-то сокровище, и мне кажется, он такой интересный. И он, конечно, сильный скачок в какую-то сторону сделал и ушёл в блокбастерную часть. Вот "Бегущий по лезвию", "Дюна" — это что-то совсем другое, какая-то другая волна. В общем, я сейчас в состоянии загадки, и для самой себя, как пойдёт наш разговор, о чём мы будем рассуждать. Так что в целом мы можем. Дисклеймер. Мы вступаем на такую, знаешь, на тонкий лёд, потому что я знаю, что вокруг Нолана целый культ, и Да. вокруг Вильнёва тоже. Поэтому, на самом деле, давайте обсуждать. Пишите в комментариях вообще ваши мысли, как менялись ваши отношения вокруг Нолана и Вильнёва. А, Еще важный дисклеймер, что мы со Светой, когда готовимся к выпуску, мы, честно, не всегда знаем, куда мы зайдем, поэтому для нас это тоже элемент и хаоса, и рандома, и вообще как-то вот давай попытаемся всю эту материю, субстанцию, да, каким-то Ну да, и образом очень много импровизации на самом деле, потому что мы не обсуждаем друг с другом почти ничего и оставляем вот это место. в В тайне, тайне да. готовимся. Кто же победит? Теперь давай про, сам сплит, Да, правила. правила сплита. Значит, у нас, 5 сплитов. За каждый сплит мы будем раздавать Червячка из "Дюны". червячка из "Дюны", да. Кто получит у нас, червячков. Мы еще думали про паучка, да, Да, кое-откуда. На самом деле, я думаю, что мы еще о нем поговорим. да. Вот. Но мне кажется, каждый арт-мейнстримовский режиссер заслуживает гигантского песочного червя, Нормально. да, хотя бы одного, хотя бы Прокатиться на нем. одного. Да. И еще у нас будет, с тобой некий интерактивчик, да, Ну, как обычно. интересный, да, как обычно. Вот, поэтому, погнали. Итак, первый наш сплит — персонажи. Мы Да, решили начать именно с с героев, главного. с персонажей, разобрать, потому что персонаж — то, что двигает сюжет чаще всего. Мгм. И у Нолана и Вильнёва интересные, оригинальные, разные персонажи. Мне кажется, что и у Нолана, и Вильнёва всё-таки есть какие-то архетипы, да, какие-то схожие подходы, как они выбирают персонажей. В этом сплите мы побатлим персонажей и, выберем каждый по одному персонажу Любимому. из вселенной Нолана, Мгм. из вселенной И Вильнёва, членом. да. Начинай. Почему? Начинай. А почему я?
Хорошо, давай попробуем. Мы здесь хотели проанализировать, в целом разнообразие какое-то, помнишь, глубину этих персонажей, ну и какие-то архетипы, наверное, обсудить. Я когда анализировала, я буду пользоваться, это будет моя классическая фраза, я буду пользоваться своими подсказочками. Отличница. Луна в Козероге. Да, я просто пыталась как-то для себя, знаешь, глобально проанализировать, в чем сходство, а в чем разница в главных персонажей, наверное. Но я смотрела больше, наверное, на главных, каких-то лидирующих. Пыталась понять. Ну вот смотри, для меня, так как я посмотрела всего Вильнёва, и я вот знаю вот эти ранние фильмы, я их тоже учитываю как целостную Начнем с картинку. Вильнёва, да? Нет, это я просто сейчас Ты сделаю хочешь. дисклеймер, да, что я Окей. смотрю вообще на все у Вильнёва, поэтому там может быть как-то странно это звучать, но мне показалось, что главные герои Нолана, они чаще всего какие-то уникальные. Это Мгм, какой-то мгм. уникальный человек в уникальных обстоятельствах. Если мы берем начало, у нас уникальный вор, который умеет путешествовать по сновидениям. Но он уникальный, он талантливый. Даже в описании фильма Это Леонардо Ди это Каприо, да. талантливый вор-коп. Да-да. То есть И, он наверно, капсом еще написано, да, нет? это он сам писал: "Я талантливый вор-коп". Ну, то есть он Потому что это талантливый. альтер-эго Нолана, понимаешь? Но я к тому, что он Да, не просто человек, да, не обычный, не бытовой, он талантливый. да. Если мы берем, ну, базового Оппенгеймера, это как бы гений на самом деле, который сделал то, что сделал, но он гений ученый. Что у нас еще? У нас есть Престиж, извините, но там супер талантливые фокусники, Да, которые творят да-да-да-да-да. чудеса какие-то невероятные. Кто у нас еще есть? Но Ну, неинтересно смотреть кино не про талантливых в то же ну, я не время, согласна. понимаешь? Но я тут не согласна, в этом-то и прикол. И, в общем, мне показалось, что Нолан, как правило, понятно, что это не всегда происходит. Если мы возьмем "Мементо", ну, кстати, смотри, это уникальный человек с проблемой с памятью. У него же вот эта Да-да, он ретроградная псих, но амнезия. это уникальный псих. То есть он не Да, просто бытовой да-да-да. человек. И вот если посмотреть по каждому фильму, вот сейчас "Одиссей" будет, но это Одиссей, нифига себе Да. персонаж. То есть Да-да. он берет очень чего-то уникального и засовывает в уникальные обстоятельства. Дай вброшу по Давай. Нолану, дай вброшу. А, Очень нравится твоя мысль про уникальность. Для меня, знаешь, вот я вначале сказал, что Нолан для меня в какой-то момент сломался, Да. и я, наверно, начинаю понимать через персонажей, почему это Мгм. стало происходить. Потому что уникальность, Леонардо из "Мементо" в меня заходит, Да. да. Дальше с Бэтменом я могу смириться, но Бэтмен для меня работает, потому что есть антагонисты, Ну да. да, потому что есть Джокер. Вот Да. почему он работает, да. В "Престиже" и в начале, наверно, тоже я еще могу, как-то удерживать этот уровень пафоса, но Мгм. дальше это вот ты вот начала говорить про Оппенгеймера. Для меня Оппенгеймер сломался на второй части, когда просто вот от этого звенящего пафоса, да, Мгм. вот этой музыки я просто уже, знаешь, я не мог это вот, терпеть, как переносить вот этот весь какой-то грандиозный такой пафос, да. Да, еще "Интерстеллар" тебе сюда. Окей, да, про "Интерстеллар", видишь, я даже не могу Да. выговорить, Стеллар. "Интерстеллар", да. Лар. Да, вот этот уровень монументальности какой-то. Но мне кажется, что Нолана за это и любят. Ну, Да, за то, что наверно. вот у него, настолько большие еще персонажи, да, которые вот просто как монументы какие-то, Ну знаешь. вот да, и вот смотри, тут интересно И на нет контрасте. женских персонажей Это нормальных. 2-й мой поинт. Он был первым, но я решила, раз я женщина, я сбавлю это на второй Подожди, ну план. раз ты женщина, я должен говорить про женщину. Хорошо, тогда ты это Давай я скажешь. скажу про Да, женщину, но да. сначала давай я договорю Хорошо, про хорошо. контраст. Я Давай, просто себе давай, давай. выписывала прям по контрастам их. Что если у нас У тя там такая сценарий. раскладочка, раскладочка, анализ, Окей, окей. то у Вильнёва часто это очень бытовой, обычный человек, который, возможно, попадает в не очень обычную ситуацию. Если мы возьмем 32 августа на Земле, это история про девушку, которая попадает в аварию по пути на какую-то ну, не на конференцию, господи, у неё какая-то командировка, и она едет уставшая, она попадает в аварию, и она выживает, и после этого у нее есть переоценка вообще своей жизни, и она просит друга оплодотворить ее, чтобы родить ребенка. То есть у нее там Мгм. вот такая концепция, но это обычная Ну, девушка. рабочая концепция в Просто. целом. Водоворот. Там, конечно, девушка из обеспеченной семьи, но это особо никак не подсвечивается. Она тоже, кстати, попадает в аварию. Это какая-то база первых фильмов Вильнёва. И дальше у нее там какая-то история, но она вообще не пафосная и очень про будничность какую-то. А, мы возьмем "Пожары". Можно я про "Пожар" расскажу? Скажи про "Пожар". Не, просто я реально, я очень люблю, "Пожары", и этот фильм я смотрел всего 2 раза, потому что это тот фильм, который, честно, вот Тяжеловато, тяжело. я не буду пересматривать, часто, но там тоже история, там очень много
женщин в плане, и присутствия в кадре, и проработанности. И весь сюжет, на самом деле, о том, как брат с сестрой, ну, сестра там все таки на На первой первом роли, месте, да. как она отправляется в страну рождения своей матери для того, чтобы узнать шокирующие Правда, да. тайны о прошлом их Да. много много о чем, да. То есть это такая мини-одиссея, но очень про простого Ну вот человека, скажи, очень что это простого обычный человека. человек, Да, который да, это попал в простой человек. определенную ситуацию. То есть опять очень простая. Если идти дальше, пленницы — это обычные люди, которые попали Обычные в эту ребята, да, да, ситуацию. да, которые Что у влипли. нас там дальше? Враг. Тоже нет никакого пафоса, это обычные герои. Но у нас появляется бегущий, хотя на самом Но деле в он же "Бегущем", обычный. да, и такой regular guy, Главный да, герой, он regular guy, обычный. Вот в да. "Дюне" уже у нас другой немножко формат, хотя, ну нет, там другой формат. Мне кажется, вот на "Дюне" чуть-чуть и дальше он в Бонда пойдет, и тут в Клеопатру и так далее. А если брать до, это очень обычные ребята. И мне вот Ну, этот какой контраст Бонд у него очень будет? Про интересен. Бонда Ну давай да, поговорим потом еще. тут очень интересный контраст получается выбора героя. Это вот то, что я проанализировала и заметила. И мне, конечно, здесь симпатичнее Вильнёв вот на этой территории. Но Мгм. давай перейдем к женщинам, потому что горит уже сказать об этом, и ты уже Да, начал. да, у Вильнёва очень много сильных, проработанных женских Начнем с того, что у персонажей. него Да, много фильмов с главной да, героиней. да, "Убийца", да. кстати, еще мы забыли. "Убийца", "Arrival", "Пожары". Если мы посмотрим на, "Дюну", да, Ну, там а вот эта Чани проработанная очень. Чани Мама его, проработана его мама Ребекка Фергюсон, которую играет, да. сестра, ну, как бы она Да, еще и в они утробе. они не однобокие, потому что у М. Нолана, вот вспомни женский персонаж Нолана, они всегда, на самом деле, Они начиная на с фильма саппорте, "Following", да, они все время такие вот на саппорте, то есть они появляются, они важны. Вот Марион Котийяр, она появляется, да, как воспоминания. но особо не развивается. Вспомним "Темного рыцаря", да. То есть, героиня там просто мечется между двух мужиков. "Престиж" тот же. Да, да, то есть женщины факультативно, они присутствуют. Ну, потому что странно, если все фильмы были с мужиками у Нолана, да. Вот, чисто по картинке, наверное, Но женщину они не хорошо добавить. глубокие, как по мне, и они не лидирующие. Для меня окей, каждый может снимать как хочет, но мне кажется, главная претензия к Нолану уже много лет, что у него нет ни одного фильма про героиню. И даже вот в "Оппенгеймере" он заявил двоих, но Но, к сожалению, они он не обязан это нет, не делать, понимаешь, он не обязан. обязан. В Тут "Моменто" вопрос есть, кстати, женская классная ну героиня. да, Да, это актриса, которая играла Тринити в в "Матрице". "Тринити" в Но она, "Матрице", кстати, да. такая более уже такая полноценная. У нее прям есть и арочка, и она неожиданные вещи делает. То есть она вот из всех, наверное, такая. Помимо мужчин и женщин, я еще обратил внимание вот на что. А, у Нолана все таки персонажи, как мы с тобой выяснили, они уникальные, Мгм. они Женщин уникальных интеллектуальные. просто нет. Ну, Вы забыли, что ли? в принципе, да, да. Мгм. И они все время в какой-то вот такой интеллектуальной головоломке, да, они куда-то движутся, они что-то решают, они выбирают, и часто женщина — это тоже, да, вот какой-то катализатор некоторых процессов. У Вильнёва более такое поэтическое, метафорическое, такое сновидческое кино, где герои часто в какой-то ситуации вокруг, неизвестности, вокруг хаоса, и они часто достаточно меланхоличны. Они проживают, но больше впитывают, что происходит, вокруг них, да. Да, это интересная тема. Это вот, по-моему, да, вот это мой третий пункт, про сравнение, что у них, реально разные вопросы перед ними встают. Если мы берем Вильнёва, я тоже посмотрела по фильмам, что у них часто встаёт вопрос самоидентификации. А кто я? Что такое моё прошлое? Вот как "32 августа" она начинает осмыслять: а что я вообще делаю в своей жизни? Мне нужен ребёнок. В "Пожарах" дети буквально едут узнавать, кто там их родители и так далее. Что там еще у нас? В "Бегущем" он тоже пытается понять, каково его происхождение, как, в принципе, и в "Дюне", он мессия или не мессия, кто я. То есть главный вопрос самоидентификации какой-то. А, и очень много перед ними встаёт, на самом деле, моральных вопросов, если брать Вильнёва. Опять же, "Дюна", Атрейдес, он думает: "Я мессия или нет? Если я пойду на юг, это хорошо или Мгм. плохо?" То есть он мечется прям вот в этом Да, моральном пацан я или не вопросе. пацан. И вообще даже
более глобально я готов ли стать лидером, да, или не готов. Но он еще о последствиях. У него же эти И о видения, и он последствиях, моральных переживает, что последствиях, его да. действия приведут к очень негативным последствиям, и он из-за этого очень сильно переживает. Если мы возьмем «Водоворот» фильм, расскажу кратко, что там вот девушка попадает в аварию, она сбивает мужчину. Там просто чувак, который работает в рыбном там, магазине и занимается этим, просто обычный человек, и этого никто не видит. То есть человек приходит домой, он умирает дома, но этого никто не видит, и она мучается вопросом, а надо ли ей себя сдать или нет. Мгм. И это прям вопрос на весь фильм, и вот это вот моральное страдание. В «Пожарах» тоже вот мы с тобой обсуждали, что а надо ли было матери заварушку эту устраивать, чтобы дети Да-да-да. узнали то, что Должны ли они дети узнать вот эту вот такую шокирующую ужасную правду? правду, с Да, которой им да. придется жить. Насколько это эгоистично. Вильнёв, он как будто, знаешь, он наматывает постоянно немножечко кишки, да, вот Да. как бы вот И он очень много идет в медленно, этику, медленно, в да. мораль. То есть у него вопросы, которые ты себе можешь задавать и думать: а я бы так поступил или нет? И они вот морально-этические. Либо мы возьмем «Политех», вот этот фильм, на самом деле, по истории реальной Да, я снятый. его вчера посмотрел, ты знаешь, на Он, меня произвел да, впечатление он очень «Политех». впечатляет, но там же опять моральный вопрос. Помнишь, там парень, когда вот этот преступник говорит парням выйти из кабинета, а девушки там остаются, я просто орала в экран и думаю: «Почему вы уходите? Вы же понимаете, что сейчас Ну, будет». буквально кратко про «Политех». Этот фильм основан на событиях в Канаде. В 89 году там случился шутинг, да, и Ну, этот герой, человек, который это молодой человек сделал, мизогинист, да, он, в общем, в да, основном расстреливал девушек, он да. был, у него ненависть к феминисткам, как он это оправдывал, и он пошел, собственно, это делать, уничтожать их. И вот там есть сцена, где парней выводят, а девушки остаются, и один из парней, которому нравится девушка, там главная героиня, он типа как будто в легком сомнении, надо ли ему уходить, он уходит, происходит то, что происходит, и он потом чувствует вину за то, что он ушел. Да. И даже здесь он как бы вытаскивает вот этот морально-этический вопрос. У Нолана, мне кажется, все таки все типа, главное разгадать загадку. Но Оппенгеймер мучается. Это Оппенгеймер исключение, мне мучается, кажется. да. Это Оппенгеймер — герой с, исключение. У него мощной очень сильная дилеммой. моральная дилемма. То, что он сделал — это зло или это гениальное изобретение, потому что здесь буквально он как бы гений, либо он сотворяет зло, и он сам как будто бы на распутье того, что он сделал. Потому что, ну, короче, сложный моральный вопрос. Но вот если взять, например, тот же «Престиж», им важнее переиграть друг друга и там ценой вообще страшных дел Им важнее «Сплит». выиграть. Им важнее сплит, типа, кто будет круче, разгадать загадку каждого фокусника. Ну, типа, как он это как он делает перемещение, мне надо это узнать. Или что у нас еще есть у Нолана? Какие фильмы есть у Нолана? «Довод». Разгадать вот эту вот, вернуться Там вообще обратно. персонаж, он же даже называется протагонист, Да, да. Хотя Нолан в интервью говорил, обезличенный. что это осмысленная Ну, некая естественно, да, понятно. тема, да. Но для меня, на самом деле, «Довод» как аттракцион в «Аймаксе», да, это работает, Да. но на уровне персонажа, их мотиваций, для меня это не работает. Потому что в Да. какой-то момент я устаю просто смотреть на вот это рефлексивное движение и хочу уже сочувствовать персонажам, но я не нахожу вот эту ниточку. Давай с тобой, выберем по главному По персонажу любимому, по оттуда, любимому. по любимому, да. Потому что, наверное, через это мы с тобой какой-то Ой, ну вердикт не попробуем знаю, сказать. не знаю. Ну, давай ты. Давай, хорошо. По персонажам Нолан, у меня было 3 претендента. Да, я везде выписал претендентов, Ага. да. Но, честно, все таки я выбираю Джокера Хита Леджера. Я Нет, выбираю это Джокера, потому что, ужасно. понимаешь, Джокер Хита Леджера — это просто, ну, как бы Так это я культ. понимаю, я понимаю. Это культ, потому что, здесь какое-то стечение обстоятельств, да. Это и лучшая часть в трилогии о Мгм. Бэтмене, да. Это идеальное попадание в каст. И там вот убери Джокера, Всё, нет ничего не смысла в будет «Тёмном рыцаре». работать, да. Да, Поэтому, с одной стороны, это актерская заслуга, да, да, конечно, это 100%. актерская заслуга. Подготовка Леджера к этому всему — это Подготовка феномен. и, известный референс Леджера — это Алекс из «Заводного Да. апельсина». Его подход по Станиславскому, который на самом деле как бы привел отчасти к гибели актера трагической. Но это культовый персонаж. Джокер в интерпретации Хоакина Феникса мне тоже нравится. Ну, это другая вселенная, скажем так. Это другая вселенная, но Джокер Хоакина Феникс появился Да, благодаря Леджеру. Джокеру Он Леджера. сильно Поэтому поменял, Нолан — да. это 100%, вот, ну, если брать персонажа Ну, Нолана, тут мы с тобой прям это Джокер. засинхронизировались. У Да, меня, можем. причем, я тут ремарку, что мне
катастрофически сложно было выбрать персонажа у Нолана не потому, что их много, а потому что я не знаю вообще хоть за кого-то зацепиться настолько. И Леджер для меня, да, это легенда, и вот он сам по себе как будто просто Но здесь мы легенда. немножко в попсятину с тобой пошли. Ну, а что С одной поделать? стороны. Но с другой стороны, я искренен, в своих эмоциях, потому что я помню 2008 год, я в кинотеатре, в свой день рождения, напомню, да, и я просто смотрю на это, я думаю: "Господи, как это вообще возможно, что кино так действует?" Оно просто вот, э, тогда казалось грандиозным, да. Мгм. Недавно я его пересматривал, оно, конечно, тоже попадает, хотя вот этот уровень пафоса, особенно в конце, знаешь, меня Ну, уже. Бэтмену можно, Да, ладно. Бэтмен может. Окей. Так что у нас здесь Засинхронились. засинхронились. Вильнёв. Давай. Выбираю женского персонажа. Мне очень все таки нравится, Луиза Бэнкс из "Прибытия". Мне очень М. нравится эта героиня. Она нестандартная, потому что это такая, знаешь, мягкая сила. Героиня там работает лингвистом, если ты помнишь, филологом. И главный ее челлендж — это вообще перевести, что хотят нам сказать, вот Инопланетные эти существа, инопланетные да. существа, да, и всех остальных убедить, что, возможно, они приехали не воевать. И здесь, во-первых, интересна тема вообще трудностей перевода, Мгм. да, и то, как она, как квест, как мозаику собирает вообще вот весь этот ребус. Это чуть нолановское такое, Ну да. да. Но при этом, то, как сделан фильм, он сделан мягко, он сделан вот так вот метафорически. Непонятно там флешбеки или флешфорварды, и мы постепенно вот это все собираем. Но то, как она в этом существует, то есть вот, по сравнению с этими военными, ЦРУшниками, другими учеными, она кажется в этом самая сильная. Хотя изначально кажется, что она такая, достаточно как чувствительная, да, не слишком-то смелая, но вот В мне итоге кажется, смелее всех там в итоге оказывается. оказывается, да, что она смелее всех, и, то, как она разбирается в этом всем, разбирается в языках, и её, на самом деле, какое-то, знаешь, такое глубинное стремление к познанию, Мгм. оно, конечно, завораживает. Поэтому вот если брать, героиню, то для меня это героиня "Прибытия", потому что, когда я начинаю думать о герое, у меня очень много эмоций. Понятное дело, Мгм. что персонаж врастает в сюжет, да, мы о сюжетах с вами позже поговорим. Для меня это Ну, прикольно. "Прибытие". Я думала про нее, потому что, когда думаешь про Вильнёва и каких-то лидирующих персонажей, она как будто прям выпрыгивает у меня тоже. Но меня сейчас возненавидят люди, которые любят Эми Адамс. Я не люблю Эми Адамс. И у меня прям очень сильно я Ну, прям ты это знаешь, чувствую. я абстрагировался, я Я вот не абстрагировался. смогла. Я прям не смогла. Я поняла, что у меня накладывается не симпатия к актрисе, и, к Мгм. сожалению, она у меня такая ушла. Я такая хочу выбрать искренне. Но я подумала, что я хочу Окей, не, выбрать это честно. искренние персонажи, которые вызывают у меня прям прикольные ощущения, Мгм. вот как у тебя, она Мгм. вызывает. Но это будет неожиданно, это будет не лидирующий вообще Не-не, персонаж. давай, давай. Я знаю, что ты по артхаусу, Это Стилгар из "Дюны". Это наш Хавьер Мгм. Бардем. Мне кажется, он великолепен. Он такой дурашливый здесь. И мне Лисан нравится. Аль-Гаиб. Да, мне просто нравится, как он здесь играет на самом Да, деле. да, Он он очень классный. вайбовый, мне очень нравится, что у него есть такая сильная вера, и он ее как бы И продвигает. голубые И глаза. не знаю, он мне прям задает вайб в "Дюне", и я вот когда думаю про Вильнёва, про какие-то его фильмы, он у меня прям перед глазами. И Очень неожиданно, но круто. Мне нравится. да, я Да, мне подумала, нравится. что, блин, это Стилгар, он очень Слушай, а крутой. с ним сколько мемчиков, и он на Да, самом деле в "Дюну", во вторую, добавляет вот этот какой-то вайб, иронии. Персонаж вроде бы второго ряда, но при этом, нет, он столько великолепный. важного туда При этом вносит великолепный. настроение. Давай, "Сплитик". Но Вильнёв, Блин, я тоже здесь, потому выбираю Вильнёв. что Ну, тем более да-да, "Червячок". Нет, слушай, ну, всех червячков, Вильнёву нельзя раздавать, придётся. нельзя. Всё равно хочу это я как бы, знаешь, защищаюсь перед фанатами Нолана, что, клёвый персонаж, Леонард из "Мементо", 100%. и мне нравится, конечно, коп из, "Начала", из "Инсепшн". Но там еще сила Ди Каприо, Ну да, да, какая-то вот. Здесь, 100%. конечно, еще актер. Окей, хорошо, давай тогда червячок у нас уползает В в "Дюну"? сторону Ну, Дюны. на арахис. Мы подумали, что хорошо начать с персонажей и ввести их в сюжет, и обсудить оригинальность сюжетов. Нам здесь было интересно поисследовать,
Оригинальность вообще историй, кто их пишет, всегда ли наши уважаемые режиссеры сами же и авторы своих идей, либо Мгм. это какие-то экранизации, либо там есть еще какие-то сценаристы, насколько эти идеи оригинальны вообще и в кинематографе. Начинай ты теперь. Так хитро я сделала. Окей. Ну, давай. Для меня, когда я разбираю, сюжеты, для меня на самом деле важно, является ли режиссер автором сценария. Да, понимаю. Это очень важная тема для меня. Есть, суперталантливые режиссеры, как Тарантино, как Вуди Аллен, которые часто сами пишут, свои сценарии. Но есть, например, Скорсезе, который гораздо реже пишет сценарий, чаще всего у него есть, Сценарист, да. сценаристы, да. Но здесь важно, мне кажется, для нас не только сравнить, а пишут ли эти режиссеры, то есть Мгм. Нолан и Вильнёв, сценарии, но какие сценарии в итоге Берут. получаются, да, в Ну и какие и истории что они они, берут какие вообще. истории они берут, да. Нолан многие свои фильмы делал со своим братом. Да, То есть, например, "Мементо" был написан по рассказу его брата Джонатана Нолана, "Темного рыцаря" они писали вместе, интересно. "Интерстеллар". Потом братья сейчас немножко разошлись. Да. Джонатан больше пошел в сторону Сериальчики. сериалов, Мгм. да. У него есть "Westworld", Мир Дикого Запада. у него есть "Fallout". Fallout он Кстати, снял. достаточно Причем он со своей качественные. женой, по-моему, его сделал. По-моему, они все Ан работают Да, с они с женами. Но женами это какая-то работали. тема. Слушай, ну, это какой-то семейный подряд, это Да. классная тема. Но я имею в виду, что это все равно, ребята, которые сами пишут, сценарии. "Following", первый фильм Да. Нолана, да, он писал сам. Начало он писал сам. Практически все сценарии он пишет, Ну, смотри, придумывает тут сам. есть такая штука, что, например, если мы возьмем "Престиж", он как бы это сценарий братьев, но по книге. По То есть книге, здесь да. была книга "Бэтмен", история их, но по комиксам. Да. Что у нас там еще есть? "Дюнкерк" он сам, это его история, "Довод". "Оппенгеймер" тоже "Оппенгеймер" по книге. по То книге, есть да. всё равно есть какой-то первоисточник, но как будто у Нолана большинство всё-таки, его включение идёт сильное в работу. Особенно это вот в начале, как будто серединка чуть-чуть выпадает. Вот "Бессонница", кстати, это же вообще проект, По-моему, чуть-чуть это со ремейк какого-то стороны. норвежского Да, и он фильма. ещё и как бы студийный максимально, даже можно его Он не выпадает, обсуждать. он Да, он выпадает. По-моему, выпадает. даже в "Орнамент", Мы ты даже его его не не взяли, брала. я его даже не взяла. Вот, и здесь я согласна, что как бы Нолан как будто чаще всего включён в сценарии. Он сам автор. И еще что хочется добавить, его сценарии, они все-таки немножечко между собой, похожи, потому что, начиная с первого фильма, Нолан очень любит играть со структурой, Да, с временем, с реверсивными событиями, с такой мозаичностью. Часто у него одновременно происходит несколько несколько линий, да. событий. Вспомним финал начала, да, где несколько временных линий, они идут параллельно, все зрители сидят и трясутся в IMAX-залах, да. И это, в принципе, его, такой подход. То есть, наверно, кроме вот, "Инсомнии", у него особо нет фильма, который бы просто поступательно, "Бэтмен", линейно развивался. вся трилогия, у него самый "Бэтмен", линейный, но мне там много кажется. параллельных действий, Но да, всё то есть равно там он достаточно очень в много рамках параллельного Нолана монтажа. это очень понятная, собранная история. Вильнёв и сюжеты. Он реже сам пишет Вот сценарии. тут я с тобой не соглашусь, потому что Давай, первые почему? все его работы, Первый, да, первый, да. если мы берем "32 августа", "Водоворот", "Политех" уже, по-моему, там он с кем-то Щас у меня есть бумажечка. В Я общем, первые фильмы, писала. которые смотрела только Света, там Нет, у него Вильнёв соавторство был. было в "Политехе". Но Дюна, кстати, тоже соавторство. Но А, "Дюна", извините, это изначально роман, поэтому понятно. "Дюна" Дюна — это роман, но это роман, который считался неэкранизируемым. И напомню тебе, что Линч пытался. даже Линч, понятно, что это были 80-е Но годы и там не ему было. очень сильно не давали делать то, что он хочет, так что это Окей, такой ему не кейс. давали, Но не было было много попыток. Были CG-графики. попытки, Да, кроме Линча. конечно, были. Но здесь, взять Ну этот роман, да. экранизировать — это тоже надо иметь Но стальные яйца. смотри, да, просто если дальше проходиться "Пожары", это все таки по пьесе, "Враг" — это тоже по пьесе, "Пленницы", там другой сценарист. То есть у него на самом деле на старте вот этот период, который мне больше всего нравится, где он такой прям инди-режиссер, Мгм. он писал все сам. Но знаешь, что интересно вывести, а какие все таки у него Сюжеты. сюжеты? Да, окей, вначале он больше писал, потом там меньше, сосредоточился там больше на режиссуре. Но для меня, его сюжеты — это скорее попытка через персонажа пережить какой-то experience эмоциональный, да. То есть как бы фантазировать о персонаже. Знаешь, меня очень, поразило, когда Вильнёва спрашивали:
а как он придумывает вот эти все кадры, ситуации. Он сказал, что он очень любит вообще процесс, раскадровки. Мгм. И мы с тобой будем отдельно про визуал говорить, но здесь это заходит и на территорию сюжетов, что он любит брать из сценария какой-то кадр Мгм. и dreaming, да, то есть как бы М. мечтать и фантазировать Как он вокруг этого выглядит? кадра, Мгм. как он выглядит, но это не просто картинка, а Мгм. как в нем существует персонаж, Мгм. как это развивается. То есть вот этот процесс его на самом деле еще до съемок, и мне кажется, поэтому его сценарии, они такие, ну, и сценарии, и истории, они более, медитативные, более медленные и такое, знаешь, как говорят в сериалах часто, slow burning, то есть когда Мгм. мы Медленно медленно развивающийся, медленно да. горим, мы Ну медленно да-да-да. персонажа варим, да. И все его сюжеты, они больше вот такие, нежели у Нолана, когда, да, нас постоянно вот Да, так но вот, все же, смотри, это больше дергают. какая-то динамика и ритмика, но если брать вот основа, о чём? Вот с Ноланом мне, наверно, попроще, потому что я сделала целый номер и это долго анализировала. У Нолана очень ярко во многих фильмах подсвечена тема, чувства вины родителя перед брошенными детьми. И у него это Мгм. есть и в «Бэтмене» в какой-то мере, это «Интерстеллар» весь на этом построен, Да. «Начало» в этом есть часть какая-то. И вот это чувство вины, это связано с биографией самого Нолана. Он же жил всегда на 2 страны, Великобритания и США. И когда у него там родился 4-й ребёнок, ему нужно было там уехать из своей страны в другую на много месяцев, и он в этот момент почувствовал, что он как будто бы теряет это время, и он чувствовал эту вину. Поэтому сейчас, мне кажется, его дети всегда присутствуют где-то на площадках, и они с семьей всё делают, потому что, ну, по ощущениям, семья ему очень важна. И вот это чувство он переносит, и у него сюжет вокруг этого часто построен. Вот Мгм. это чувство вины. Вот чувствуешь, что есть Но такое? чувство вины и, попытки эту вину как-то Да. искупить, да, то есть что-то сделать, потому что чувство вины — это не обязательно, что герой падает, Вот да, типа куда-то родители, дети, в пучину что-то, ада. мне кажется, вот какая-то сюжетная основа у него идёт сюда больше. А если брать Вильнёва, то пока то, что я, наверно, ярче всего замечаю, у него есть какой-то сильный интерес к перестрелкам, к какому-то, ну, я просто, Перестрелка. ну, типа, Call of Duty. ну, типа убийца, политех, что у нас там ещё есть? Бегущий по Я бы не сказал, что лезвию. это, точнее, ну, перестрелки, да, я бы сказал, что это сюжеты вокруг персонажей, вокруг героев, вокруг которых существует некий хаос, который в том числе включает и насилие, потому Там что много кстати, вот много на насилия. контрасте у Вильнёва Да, насилие прям да, да. яркое. У Очень него много яркое сцен. экспрессивное насилие. И, собственно, как герои через это насилие проходят. Ну Часто да, главные герои, обрати внимание, у Вильнёва, они не являются распространителями источниками, да. насилия, они не являются источниками. То есть это не Джон Уик, да, который Да-да-да. кладет всех. Чаще это персонажи, которые Попадает в наблюдают и ситуацию. попадают в Да, я ситуацию, согласна. И наблюдения. если продолжать вот мой поинт из, персонажей из первого сплита, Вильнёв в своих сюжетах ну, как бы ставит персонажа в ситуацию морального выбора, и на этом строятся сюжеты, вокруг этих моральных выборов. Давай выберем по По одному любимому сюжету. По одному сюжету? сюжету, да. Так. Ну я выбрала, да. Давай. Я выбрала. А, с Ноланом у меня было сначала сложновато. Я даже чуть было не выбрала «Дюнкерк», но потом подумала, что нет, Свет, это не твоя территория. А, и я выбрала в итоге «Начало». Почему? Потому что, мне кажется, это очень уникальная история, которую Нолан сам придумал. Он сам придумал этот, невероятно сложный мир с разными слоями. Он придумал эту логику, в Он которой очень можно разобраться. концептуальный. И мне кажется, ну, это достаточно гениально такое изобрести. Это не про Достаточно гениально. Достаточно гениально. Очень непростой мозг у человека должен быть. Он же историю вот изначала, вот это путешествие по сновидениям, он придумывал, начиная с подросткового возраста. То есть такой проект долгострой. Он над этим сценарием реально, мне кажется, треть жизни проработал, и он заинтересовался этим, когда еще учился вот в школе-интернате. И вот он по ночам придумывал, как эти сновидения работают. Он практиковал вот эти сновидения, которыми можно Осознанно. осознанные сновидения. И мне кажется, это так клёво, что это, знаешь, его интерес с детства воплотился в Я фильм. обожаю фильмы про сны и вообще сюжеты про сны. Это, на самом деле, мало кто заходит на эту территорию круто. Она Да, это сложная. сложная территория. И «Начало» — это какой-то Но здесь же канонический еще фильм. крутая идея, что Да. это вор,
который в Да, сновидениях ворует круто. определенные мысли. То есть это офигеть какая крутая концепция, и мне здесь ну, для меня это номер Для один. меня "Начало" — прекрасный фильм, кроме одного. Почему вот я не знаю, я когда пересмотрел этот фильм, я каждый раз думаю: "Кристофер, зачем ты сделал так?" Это, если ты помнишь, финал, где они там по разным уровням сна, Да, да, все они в пирог глубже и погружается. глубже Мгм. погружаются. И самая финальная сцена, где они должны сделать закладку Киллиана Мерфи Мгм. в мозги — это уровень из Call of Duty. Это просто снежные, вот какой-то Мгм. уровень, где они Поняла. с автоматами Да-да-да. бегают. Я каждый раз смотрю, я думаю: "Почему ты не сделал это по-другому?" Но на самом деле я потом, в каком-то интервью Нолана увидел, что это он сделал такой омаж в М. сторону фильма о Бонде, М. и поэтому он хотел эту эстетику перенести. Но для меня как будто бы концептуально, режиссерски, с точки зрения вообще Выпадает? художественного смысла, это выпадает, да. То есть это просто какая-то войнушка, Ну да. где милитари ребята, они на этих Да-да-да. снегоходах еще ездят. И я думаю: "Господи". Ну, то есть вот, для меня это сцена, которая просто, знаешь, вот ломает погружение. И я Мгм. каждый раз, когда думаю о начале, Мгм. у меня вот это вот, Call of Duty Мгм. выскакивает. Но при этом я с тобой согласен, что с точки зрения концепции это правда очень И круто. самого Это правда сюжета, очень да. круто. Да. Поэтому я выбрала эту. А если брать Вильнёва, я сегодня буду реально пропагандистом раннего Вильнёва, потому что я долго думала, что же выбрать. Но из всего, что я посмотрела, меня впечатлил "Водоворот". Мгм. А это вот как раз таки, напомню, история, где девушка сбивает старика, но там дальше я расскажу. Ну, блин, это очень спойлерно. Давайте я не буду Блин, знаешь, сразу рассказывать. сразу девушка сбила старика, знаешь, так, В большинство людей общем, типа такие: "Это вот скип, пожалуй". ладно, нет, я расскажу. Хорошо. Не, Я нет, я подожди, сомневаюсь, что нет, кто-то это нет, посмотрит. подожди, нет, если это твой любимый фильм, нет, давай пусть люди Спойлер. посмотрят, мне Спойлер? кажется. Не надо спойлерить. Я на самом деле не А как успел мне объяснить, посмотреть. почему этот сюжет великолепен? Ну, попробуй без спойлера, Это невозможно. пожалуйста. Это так хочется рассказать. Можно я расскажу со спойлером? Прошу, никто не посмотрит этот фильм. Никто просто не посмотрит этот выпуск сначала вообще. Можно просто Но это просто невозможно. Ты не проспойлерить. поймешь, почему я вообще это выбрала. Твой выбор, конечно. Послушайте, послушайте, это интересно. На самом деле это не испортит, мне кажется, ощущение. Может быть, испортит, ну пофиг. А, Я старался, ладно. Давай, всё, Бесполезно. погнали. Просто это важно. Мне кажется, это может породить интерес к раннему Вильнёву. Смысл в чем? Девушка сбивает старика, Второй раз? мучается, надо ли ей об этом рассказать. Там еще такие прикольные есть вставки с говорящей рыбой, но это прям сюр какой-то. Там есть говорящая рыба. Я обожаю, хочу фильм про эту говорящую рыбу. А, и она мучается вокруг этого и начинает немножко там ходить по городу, узнавать какие-то детали, про этого старика и там все такое. И однажды она просто узнает его имя, в газете, по-моему, читает, что Мгм, произошло такое, и приходит, в похоронное бюро, где парень забирает прах его, и оказывается, что это его сын. мгм, И они влюбляются в друг друга, они как будто мгм. созданы друг для друга. И у них вот у нее моральный выбор: Дилемма. рассказать ему правду или нет. Он не может, он в нее влюблен, просто в любовь с первого взгляда. И вот здесь очень интересно, какой в итоге они оба делают выбор. Типа Хотя бы про это не да, это не говори. рассказывать, типа А, расскажет ли она ему, а да. если расскажет, что он сделает. Ну, то есть Ну, здесь щекочет, я очень сейчас слышу, да. интересно, и это так мощно. И я это выбрала, потому что это его история. Я подумала, что надо честно выбирать, что истории у обоих Мгм. оригинальные. Это он придумал, и мне очень нравится вот эта глубина вот этого выбора, потому что это невероятно сложная ситуация, и как люди из нее выпутываются. И это типа история Еще, наверно, любви. черно-белое, да? Нет, он не Нет, не черно-белый, кстати. черно-белое? Да, он цветной, в таких приглушенных тонах. Такой инди, прям инди. Я очень рекомендую посмотреть раннего Вильнёва, и вот этот, и "32 августа". И у меня выбор, да. Мне кажется, любимый сюжет у Вильнёва — это "Водоворот". Круто. Окей, окей, я А теперь ты не точно хотел смотрю. слушать. Не, слушай, ну, я просто не люблю спойлеры, Но но это не это такой такого рода окей, это спойлер. спойлер, с которым я готов жить. Спасибо. Ладно, я готов жить с Спасибо. этим. Окей. Мои сюжеты, Да. да, мои фавориты. Нолан — точный момент, Мгм. точный момент. Мне кажется, что вот эта одержимость Нолана сложными структурированными сюжетами, реверсивными и вообще фильмами-загадками здесь, идеально сошлась, да. Потому что для меня, как я сказал, в "Инсепшн", все таки вот как бы круто, но не все собрано Мгм. идеально. Здесь и хронометраж, и сюжет, и на самом деле
минималистичность. То есть видно, что фильм, в принципе, не очень-то Ну, дорогой. дешевый, да. Он достаточно дешевый, и в нем какой-то такой немножко есть вайб криминального чтива. Поэтому для меня «Мементо» — это очень классный сценарий, который великолепно написан, великолепно сыгран, и там все действительно собирается, как пазлик, да, как идеальный пазлик, где каждая частичка собирается. Да, этот фильм, который требует от нас включения, Ну, как и любой фильм да, Нолана. но при этом это то включение, когда я хочу разгадать загадку, и когда я её как бы разгадываю в конце, я получаю некое и Мгм. удовлетворение, и при этом я остаюсь и в смешанных каких-то Да, чувствах, эмоциях. Но для меня «Моменто» — это великолепная история. Как бы брат один придумал, да, другой написал сценарий. То есть, да. кажется, как бы классный еще, коллаб. Если брать, Вильнёва, а, я не знаю, я думаю, что для тебя это будет неожиданно, но "Вторая Дюна". "Вторая Дюна". Потому что для меня неожиданно, я вот не читал роман "Дюна", то есть я Мгм. читаю его сейчас. Для меня супер было неожиданно вообще превращение Пола Атрейдеса, да, в некого более Ну темного да. персонажа. И один из моих любимых фильмов — это "Крестный отец", вторая Ну да, часть. И понимаю. для меня это на самом деле очень похожая история, когда из, Человека, который отрицает. да, да. Ну да, здесь даже на самом деле во второй части "Крестного отца" он совсем приходит на Ну темную сторону. да. В первой он так Но только он же ножки отрицает, помочил. как и в "Дюне". Атрейдес же Да, да, отрицает, да. что он будет к этому Но для меня вот причастен. эти вот, знаешь, монументальные Мгм. истории, в принципе, хорошего человека, разрываемого Мгм. моральными дилеммами, который переходит на сторону темной материи, меня это прям Ну, это впечатляет. клёво, да. С одной стороны, это было в романе, да, вот эта вся линия, но то, как это сделано во второй части, на меня это работает. Это все равно сценарий, Ну, слушай, все клёво, равно, как что это Вильнёв это придумано. взял, потому что у Линча в "Дюне" нет вообще вот этого яркого перехода от добра к злу. Здесь есть. Ну, у Тут Вильнёва просто это отдельно все таки на 2 фильма еще, ну, да. Линч тоже Линч, пытался ну, в окей, защиту окей, Линча. пытался, да, но здесь, я отдаю червячка, Мгм. Дюне, да. Вот, давай, Сюжеты выберем? выберем сюжеты. Блин, слушай, сложно, потому что я не понимаю, как здесь оценивать. С одной стороны, если брать по-честному по количеству оригинальности, то это Нолан. А если брать потому, что меня лично больше цепляет, то это Вильнёв. Ох, Это такие разные давай материи. я выберу, а дальше ты А я подрулю, подсоединишься. давай. Я выбираю Нолана. Я выбираю Нолана, потому что для меня Нолан — это концептуальное мышление. Мгм. Это, вот такой, знаешь, крутой креативщик с мозгами, который действительно умеет собирать сюжеты. И каждый его сюжет, даже если мне там поздние его фильмы меньше нравятся, это все равно концептуальная сборка. Это прям вот клеймо Нолана, это почерк. У Вильнёва это тоже есть, и его сюжеты, как мы с тобой сказали, тоже обладают глубиной, интересом. Но в этом баттле для меня 100% Нолан. Ну, он у меня на самом деле тоже стоит за знаком вопроса. Просто я щас, когда мы с тобой разговаривали, я подумала, что, ну, конечно, мне Вильнёв ближе чисто по эмоциональной части, но справедливости ради, от разгадок фильмов Нолана я получаю удовлетворение. То есть, несмотря на то, что это загадка, я эмоцию испытываю. Поэтому давай Пусть Нолан. червячок, в Уходит сторону Нолану. Нолана уползет, да? Пускай к Бэтмену туда, К Бэтмену да, кармашек. в кармашек. В этом выпуске у нас, будет с тобой 2 интерактива, которые мы придумали. Чуть-чуть поиграть и размяться. Первый интерактив. У нас тут на столе с тобой карточки, Да. да, 8 карточек, 4 фильма Вильнёва, 4 фильма Нолана. Правила игры: каждый из нас достает по одной карточке. Там фильм Нолана или Вильнёва. И каждый из нас должен быстренько так пофантазировать, а что если бы этот фильм превратился в видеоигру? Мгм. Вообще мы с тобой планируем в сплитскрине, версусить, в том числе игры, и следующий выпуск у нас целиком и полностью будет посвящен играм. Поэтому для меня, на самом деле, и Нолан, и Вильнёв — это режиссеры, которые прям супер киношные. Мгм. Но как будто бы было бы круто, если бы кто-то из них вообще сделал видеоигру или хотя бы поучаствовал. Или, если мы возьмем
их в фильм, Сюжет. сюжет, эстетику, И визуал, переложим на и игровую механику. переложим, какая бы это была Мгм. игра. Да, давайте пофантазируем. Если у кого-то есть мысли вообще, как это могло бы выглядеть, в кого бы вы хотели поиграть из Мгм. режиссеров, Или в пишите тоже, какой сюжет? пишите в комментариях. Да. А, Ну, давай. Ты у я нас первый? игроман номер Я один. игроман, да, Да. я игроман. Хорошо, не лутоман. Так, Колдуй 80. бабка, колдуй дед. Я просто, чтобы далеко не тянуться, Ну хитренький. чтобы рубашка не помялась. Так, Демонстрируй. мне достался «Враг». Я не знаю, видно ли эту карточку. «Враг» — это фильм, Вильнёва с Джейком Джилленхолом, который, мне кажется, немножко вдохновлен вообще Достоевским и Мгм. его Двойником? «Двойником», да, потому что весь сюжет строится вокруг того, что главный герой встречает, своего, Двойника. двойника, да. Он пытается узнать вообще, что это за двойник, что это за человек и двойник ли это. Если фантазировать, про игры, то, знаешь, это может быть такой достаточно интересный, психологический триллер, где у нас есть 2 персонажа, да. Я думаю, что это 100% вид от третьего лица, чтобы мы его Мгм. видели, мы его узнавали, но при этом, мы играем сначала за одного, потом, за другого, да, и, постепенно погружаемся в глубины подсознания, в какой-то психологизм. Мне вообще нравится, когда, в играх получается выйти из модальности реальности и показать, что у человека происходит внутри сознания, Потому что это внутри идеальный инструмент, на да, самом деле, внутри игра его для внутри его этого. фантазии, да. Поэтому мне кажется, что здесь можно сделать такой нуарный, Мгм. минималистичный, триллер, да, Мгм. где мы действительно играем за двух разных персонажей, которые идут Друг навстречу, другу? к друг другу, да, и при этом мы, пытаемся распутать, да, что же там, Ну, происходит. здесь без стрелялок? Ты знаешь, я думаю, что это точно Мгм. не экшен, а я думаю, что это такой интерактивный триллер, Мгм. где мы больше Квесты, смотрим да, больше? сюжета и Мгм. выбираем, куда персонаж, Пойдет, что сделает? пойдет. Да, как вот в известной серии игр Until Dawn Мгм. или Quarry, где больше мы смотрим на кино и принимаем какие-то решения. Прикольно. «Враг», мне кажется, достаточно компактный фильм, Мгм. но в целом эту тему двойников, и там еще такой, достаточно урбанистический пейзаж, Там город да, постоянно показывается и с пауканом, город, кстати. да-да, Silent Hill'овское такое немножечко. Вот, поэтому, да, я бы, наверное, в такое поиграл. Мгм. Может быть, это не супер блокбастерный проект, Просто инди такая игрушка но могла бы быть. инди-игра, да, с интересной эстетикой, я думаю, что я бы Я в бы такое тоже. поиграл. Я Да, такое люблю. да. Ну, хорошо, давай я. Давай. Давай возьмем вот это. О! «Начало». Мне кажется, это самый игровой фильм Нолана. Просто бери его и делай игру. Я даже не знаю, но Почему не здесь сделали до сих пор? я, кстати, не понимаю. Мне кажется, это офигенный мир, сложное устройство, перемещение по этим, уровням сна. И мне кажется, его прям сюжетно можно было бы брать в игру, просто перестраивать механику на ну, здесь, кстати, может быть элемент и стрелялки какой-то, но такой хотя можно было бы доработать вот эту часть со снегом, которая тебе не нравится, и Ну, увести может все быть, в больше режиме игры это было бы прикольно? может быть, а можно ну, там же прикольные боевки, на самом деле. Помнишь, вот в этой крутящемся коридоре очень Да, там некомфортные? локации очень интересные, игровые, да. Да, мне кажется, что здесь может быть совмещение экшена с какими-то квестовыми, ну, Silent Hill, реально, с решениями каких-то квестовых задачек. Знаешь, какая у меня еще идея поначалу? М, Что даже если эта игра не от лица персонажа, который мгм. проходит, а от лица архитектора снов? Нравится. Да, то есть представь себе, что, например, мы сначала сон конструируем, О, а прикольно. потом, все люди могут играть, в разные сны. Я помню, что на PlayStation, была такая клевая игра, которая называется Dreams. Мгм. Там можно было создавать, как из конструктора разные простые сюжеты, и все в эти сюжеты играли, причем в разные эстетики, Типа в это разные какая-то в жанры. онлайн заливается, и Да, все это могут это заливается, и все использовать. могут в это Это играть. очень клевая Это, идея. ну, такие, это маленькие игры, но здесь можно было бы сделать действительно какой-то, да, вот, редактор снов, Прикольно. и дальше люди бы в это играли, проходили. Потому что, если ты помнишь,
в начале там как раз был архитектор, ну, там Да. целая команда, Да-да-да. как киношники, которые все это придумывают, и дальше мы, как игрок, да, погружаемся Ну в да, они это же создают в это пространство, сновидение. и может быть, там, знаешь, задача будет у этого пространства, что нужно добиться вот этого, и ты выстраиваешь это Да, пространство, учитывая задачу. разный Мне подквест. кажется, это было бы И сложно и это было бы круто интересно. в VR, на самом деле. М, В виртуальной реальности погружаешься в этот сон, да, и видишь его клёво. наяву. Третий сплит. Мы решили с тобой обсудить визуал, как это сделано. Потому что, как мы уже сказали, и фильмы Нолана, и фильмы Вильнёва — это очень масштабные такие полотна, очень часто сложные. И тут интересно, что Нолан вообще человек, который любит снимать на пленку, любит практические эффекты, все создавать руками. И у Вильнёва миры тоже часто сложно, особенно вот сейчас последние фильмы «Бегущий», «Дюна», то, что требует большого включения декораторов, художников вообще по костюмам и так далее. И нам захотелось сравнить, а как это Мне выглядит. кажется, что заход вообще на визуал, нужно сделать, в том числе через Мгм. операторов-постановщиков, потому что режиссер, конечно, особенно в авторском кино, он важный, да, но он все равно дирижирует командой. У него есть его руки, и одна из важных рук, да, это оператор-постановщик, это художник-постановщик, да, которые помогают ему собрать вот Ну, вообще воплотить то, что он видит в визуальный своей опыт. голове, вот, на камеру запечатлеть это. Да, запечатлеть это. И если говорить про операторов, то здесь интересно, потому что, основной оператор, Вильнёва, Роджер Диккенс. Мгм. Это культовый оператор. Важно, что он был глазами Коэнов очень долго, поэтому культовые фильмы «Старикам тут не место», «Фарго», мой Ну, любимейший чувствуется, Бартон Финк, кстати, чувствуется. Лебовски. Это Диккенс. Мгм. Более того, Диккенс — это «Побег из Шоушенка», Мгм. да, напоминаю, первое место на IMDb, топ лучший фильм. И Диккенс — это фильм, 1917 Сэма Мгм. Мендеса, и Диккенс — это Skyfall Сэма Мендеса, да. То есть на самом деле это оператор культовый, грандиозный. Вильнёв часто упоминает, что он вообще учился у Диккенса, да. То есть это такой их, важный коллаб. Но я думаю, что Диккенс, конечно, достиг очень больших вообще высот, когда начал работать с Вильнёвым. Хотя «Дюна» снята уже не Диккенсом, да. «Дюна», снял Крейг Фрейзер, оператор, который на самом деле, более молодой, так скажем, да. Вот. Но из интересного он, например, снял последнего «Бэтмена» с Паттинсоном, М. да. И тоже интересное Мгм. пересечение, Да. что, у Нолана есть «Бэтмен», и здесь вот оператор, текущий Вильнёва, он тоже снимает «Бэтмена», и он снял «Дюну». Но как бы и здесь такая как бы интересная коллаборация Вильнёва и Диккенса. И, собственно, фильмы «Пожары», «Бегущий», за которого Диккенс получил «Оскар», да, Мгм. это, конечно, такие произведения искусства. И на «Ютубе» можно найти кучу, видео, где просто кадры длинные, где мы смотрим, да, на, вот эти вот произведения, искусства, можно даже сказать. У Нолана оператор Хойте ван Хойтема, который снял большинство его фильмов. И Нолан тоже славится, так скажем, визуалом, но у Нолана визуал более, монументальный, симметричный, аймаксовский. Мгм. На самом деле многие ходят в кино на Нолана, потому что это действительно впечатляет. Но если сравнивать по визуалу, то, конечно, а, у Вильнёва более медитативное, такое тягучее кино даже по самой субстанции, да. Вильнёв более Нолан более монтажный, более такой структурированный, да, наверное, даже, может, в каком-то степени более, холодный. Но интересно, что вот у каждого из них есть один или 2 оператора, да, с Мгм. которыми они работают. Поэтому здесь, когда мы с тобой будем выбирать наш любимый визуальный фильм, надо учитывать, что здесь, конечно, коллаборация авторов, да, и оператор здесь, очень важен вот в этом сплите. Для меня это сложный сплит, потому что визуал блокбастерных больших фильмов — это вообще не мой, ну, это не моя эстетика, не эстетика, которая мне нравится. И, наверное, здесь, правда, Нолан, он такой монументальный, у него такой брутализм местами, у него много холода. И
наверное, из всего, что он сделал, у меня очень сильно выпадает «Мементо». Вот мы тоже его пересмотрели сейчас, и он такой, знаешь, чуть-чуть из 90-х, такой как будто бы ретровый, такой тепленький. И я прям смотрю на него и думаю: "Ты ж мой хороший, Блин, какой ты я так кайфанул приятный". на момент, вот на этой зернистости. Да, Да, вот это вот. когда чуть-чуть все М. такое, знаешь, Не вот, вылизанная. Просто все вылизано, таки у да, не Нолана очень стерильно. такая вылизанная картинка, и она такая ровная, ну, вот, как я уже сказала, темная и давящая, что ли. Она, правда, для кинотеатра созданная. И, для меня мне сложно, наверное, как-то, знаешь, выделить, как я бы этот стиль описала, но вот для меня очень давящий и очень такой, знаешь, вот Размашистый. такой, типа, мне тяжело, что я Ну, такая он маленькая, а он грандиозный, грандиозный. да, Вот, пафосный, грандиозный, да, грандиозный. пафосный, И вот грандиозный. "Мементо", он такой камерный, маленький. Ну, вот на самом деле "Преследование" тоже туда можно, он еще и черно-белый. Это вот самый первый его фильм. "Мементо" — это уже второй известный такой фильм. И вот они прям такие приятные для меня. И для меня вот как-то так. Но если взять Вильнёва, на самом деле Вильнёв очень интересный, чисто визуально, потому что там первые его работы, как я уже сказала, у него есть вдохновение французской новой волной, например, там "32 августа", там даже героиня главная, она похожа, и там висит постер, героини из, "На последнем дыхании", то есть там очевидные отсылки. Ну, француз, Да, Амаш, и вот да. он вот вайбовый, вот знаешь, такой. Если взять "Водоворот", он уже такой мрачноватый, но это тоже, знаешь, такое камерное красивое кино. Если "Политех", это вообще безумно красивое, на самом деле, Там кино при длинные, всей теме. медленные черно-белые кадры, Да, часто они еще переворачиваются, да. очень красиво, Красиво, но выверено. это при этом, не Терренс Малик, да. Да-да-да. Это кино всё равно сюжетное. Оно Да. всё равно в основе имеет драматургию, оно достаточно Ну структурировано. вот если потом двигаться куда-то дальше, ну там у нас, мне кажется, вот на "Пожарах" заканчивается вот этот уютненький стиль такой, Ну, знаешь. "Пожары" так себе Ну, я уютненькое в плане, кинцо, ну если да. брать чисто цвет, визуал, он такой все равно уютный, чуть-чуть ретро. А с "Пленниц" уже картинка тоже становится такая лощеная, мне кажется, ближе уже к Нолану, и цвета уже такие темненькие, у нас такая лощеная картинка. Но как будто все ломается немножко на "Бегущем по лезвию" чисто визуально. Я помню, что мы когда с тобой его смотрели, мы восторгались даже сценой на помойке, такой глобальной. Это было очень красиво. У него вот эти горы мусора очень красиво сделаны. Знаешь, как говорил Вильнёв, когда его спрашивали, как вообще снят, "Бегущий", почему он выглядит так круто, он сказал: "Если вы хотите, классную картинку, возьмите самое убогое всратое место на земле и Сделайте отправьте красиво. туда Роджера Диккенса. И Прикольно. он, снимет вам так, что это будет выглядеть невероятно". И интересно, что, почему Вильнёв еще восторгался Диккенсом, он говорил, что вот то, что ты видишь в видеоискателе, практически Мгм. то, что ты увидишь на посте. М. Потому что он, снимает кадр так, что можно увидеть примерно финальный Круто. результат сразу. То есть не там накладывая кучу там фильтров, постэффектов и чего-то Ну, еще, да, это вот ощущение клёво. кино сразу. Просто для меня это я почему, перешла к "Бегущему", потому что для меня это интересный пример. Обычно, в таких фильмах, блокбастеров, дорогих, вот таких касс, которые заточены на то, чтобы зарабатывать деньги в кинотеатрах, я обычно не обращаю внимания на визуал сильного. То есть он меня обычно не впечатляет, он просто существует, знаешь, на каком-то уровне. Это не то, на что я смотрю. Но когда я смотрела "Бегущего по лезвию", я постоянно ловила себя на мысли: "Господи, как это красиво! Почему это так красиво?" Важно, что все таки это продолжение культового "Бегущего", и, Ридли Скотт. Вильнёв рассказывал, что, да, для него были очень высокие ставки, потому что ну, сделать продолжение культового вообще фильма, который обожают топовый научно-фантастический фильм, один из, да. И когда он вообще замахнулся на это, ну, был такой, в общем, Мне план-капкан, кажется, да. получилось очень красиво. То Точно есть для получилось. меня, как для человека, который на другие вещи смотрит, это великолепно. Особенно вот этот неон постоянный. Для меня "Бегущий" — это, знаешь, такое зеркало Тарковского. М. Это фильм, который мне очень нравится, но я засыпаю на нем. Это правда. Да, я засыпаю, начинаю видеть какие-то свои сны прекрасные, потом в какой-то момент просыпаюсь. Мне не скучно, мне очень нравится, но я засыпаю, Очень понимаешь? интересный фильм, Да, но уснули 3 раза. да, да-да. Вспомню просто офигенную сцену, где он уже идет к Харрисону Форду, и вот этот, что это, Лас-Вегас или что, вот эта Да, там пустыня, пустыня, лежат эти гигантские головы, женщины. ноги, да, Да, и это картинка так выглядела так впечатляет. сразу, ты понимаешь? Да. Это не обработка, то есть они сразу сделали Это сет такой, что офигенно это выглядит. выглядит. То есть, на самом деле, в этом сплете я прям понимаю, что фильмы Вильнёва чисто визуально вызывают у меня больше эмоций, чем фильмы Нолана визуально.
У меня фильмы Нолана таких эмоций не вызывают. Еще одна важная штука про Вильнёва, тоже с тобой, на самом деле, то, что мы обсудили. Мы мало что обсуждали про этот подкаст, но это мы обсудили. Мы заметили, что Вильнёв даёт очень много дальних планов неба или местности. Он любит природу Да, вообще, да? он реально Он любит реально любит природу. Вот природу. взять "Прибытие", там же так много природы показано. И вообще, в целом, всё на дальних планах. Вот эта природа, вот этот корабль. Как, туман сползает Стелется, да, медленно, и вот этот вот красиво. корабль, Или это в нереально. "Убийце", вспомни, вот это небо, закат. И вроде бы люди идут на операцию, сейчас будет Вроде фильм про какая-то жесть. наркокартель, Да, у да. нас как бы фильм про другое, но он показывает очень долго, как закатывается солнце. И это так необычно, что режиссер в такие экшен вообще фильмы даёт момент понаблюдать за природой, и что он ее ловит, и что ему важен этот свет и Но это цвет. часть его восприятия, да, Вот про часть его про стиля, да, да. поэтичность ты сказал. Мне кажется, она вот даже вот в этих деталях чувствуется. И "Бегущий" выстроен поэтично вот с этими всеми локациями, вот это мусор, ну, не мусор, мусор, что это? Вот эта мусорка, Мусорка. Вот эта мусорка, вот этот Лас-Вегас, это так красиво. да. Сцена в баре. Ну и "Дюна" вся как бы тоже, знаешь, визуально невероятная. Давай выберем Любимый? по одному фильму, который нас с тобой нахлобучивает с точки зрения визуала. Хоть я сейчас растекалась по поводу "Мементо" и говорила, что мне этот визуал очень нравится, правда. Но, наверное, если брать какое-то ощущение прям, м, За грудки. ну, это "Интерстеллар". Потому что я объясню. Вот давай голову обратно, я объясню. Включись. Всё, он отвалился. Всё на слове "Интерстеллар" он повелся. На самом деле, я не фанат фильма, простите, я не фанат фильма "Интерстеллар", и он в меня не попадает. Как, кстати, "Прибытие", простите. Меня эти истории почему-то не трогают, но из-за того, что Нолан очень много занимался проектированием черной дыры, небесных пространств, меня вот эта вся космическая штука дико впечатляет, особенно когда я, ну, знаю предысторию, что это делалось совместно с ученым, который все это проектировал, все это на уравнениях. То есть это максимально приближенные были в тот момент изображения вот этих космических тел. И чисто вот этот визуал, ну, я не знаю, как это сделано, но у меня это работает в теме космоса. Это вот как это выглядит. Для меня вот это капец как впечатляет. Потому что, мне кажется, фишка Нолана в создании необычных пространств. Если мы возьмем И в "Начало", реалистичности, да, да, это у него "Слом достаточно города", например. мало компьютерных эффектов, Да. и его мир воспринимается как настоящий, да. То есть если нужно что-то взорвать, он взрывает, да, если нужно снять космос, он чуть ли не Да, снимает я не видела снимает недавно космос. где-то в каком-то канале, ну, не мем, а новость, что где-то там, где снимаются "Одиссея", пожарище в Мгм. середине ничего, в Он темноте поджег пожарище. Мне Афины, да? кажется, он снимает вот эту сцену "Одиссеи", Да, нападение на да-да-да. корабль. Нет, это в Нолане восхищает. Да. Это действительно И, восхищает. наверное, если брать какой-то вот эффект вот таких глаз, я не знаю, я бы взяла "Интерстеллар", потому что меня манит тема космоса, и то, что он сделал, мне кажется, именно здесь, это вау, как круто. Вот. Это все, что я могу выделить. Так бы я, конечно, взяла "Мементо", чисто если брать в комплексе. Но у Вильнёва, я думаю, что я не просто так тут, распылялась по поводу "Бегущего по лезвию". Для меня просто это правда необычный пример, что, такой масштабный фильм, такой блокбастерный, вызывает у меня такие эмоции по поводу визуала. И я правда восхищалась каждым кадром. Мне очень нравится. Беру "Бегущего". Если брать, мой визуальный фильм, Нолана, то это "Дюнкерк". М. Для меня "Дюнкерк" — это торжество формы, эстетики, и несмотря на то, что там нет, персонажей каких-то значимых, да, то, как собран фильм, то, как там ощущается по-разному время для разных героев, то, как он смонтирован — это правда в каком-то смысле такого произведения модернистское искусство, да, где я смотрю это кино, оно на меня воздействует. И интересно, что я показал, своему пятилетнему сыну этот фильм, хотя вроде бы там 12+, ну ладно, там на страшных сценах каких-то я закрывал глаза. Это кино, которое абсолютно попадает просто в человека, и он задавал миллион вопросов, но при этом ему было очень интересно за этим наблюдать, потому что то, как оно собрано, оно просто ритмически действует. И, вот эта сцена пляжа, где разбросаны каски, и как, в какой-то момент солдаты поднимают вверх глаза, а, когда летит, бомбардировщик, и сцены вот этих боев воздушных. И, в общем,
эстетически это выглядит классно. Поэтому для меня Дюнкерк, особенно я помню, я смотрел его в кинотеатре, он, конечно, производит впечатление. Если брать Вильнёва, то я соглашусь, это «Бегущий». Это «Бегущий по лезвию». Я думаю, это кино, которое, опять же, кому-то может показаться слишком медлительным, но вот эта медлительность в меня заходит, да, она мне нравится, я там присутствую. Окей, я могу, я не знаю, Заснуть, я могу посмотреть на заснуть, 3 захода. да, но на «Интерстелларе» я не засыпаю, на «Интерстелларе» я раздражаюсь, что он мне не заходит. Еще А не на засыпаешь. Еще не засыпаю, а на «Бегущем» я засыпаю, я просыпаюсь радостный, довольный и смотрю дальше, да, смотрю дальше. Вот. Ну что, кому червя? Мне кажется, А, очевидно кому. ну, я думаю, Вильнёв. что Вильнёв. Вильнёв. Да, я думаю, что Однозначно. здесь Вильнёв по визуалу. Я думаю, что мы с тобой больше все таки его и обсуждали. Да, давай червячок ползет Вильнёву. Опять в "Дюну", домой. Ну, вот тут на этот раз он ползет в «Бегущего». Ужасно звучит. Следующий наш сплит — это «Бэтмен» и «Дюна». Да. Каждый режиссер заступил на территорию большого какого-то грандиозного осмысления какого-то феномена, да, культурного. В случае Нолана это вообще DC, Бэтмен и комиксы. Хотя теперь Нолан говорит, что он никогда больше не снимет ни один комикс. Ну, зачем ему Так а теперь? зачем? Он Да, пошел зачем ему вон в теперь? "Одиссею", в Гомера. А знаешь, Да-да-да-да. смешно, Вернуться. это просто важно сказать. На «Кинопоиске» в сценаристах, к «Одиссее» стоит Кристофер Нолан и Гомер. Прикольно. Не Симпсоны? знал чувак, да. До чего Это было дорастёт. прикольно, это было прикольно. Вильнёв экранизировал «Дюну», Да. хотя сейчас снято только 2 фильма, готовится третий «Мессия», но мы все равно решили сделать этот сплит, потому что интересно, у кого, на наш взгляд, получилось лучше экранизировать, ам, что-то Что-то, что, кстати, уже экранизировали, что-то большое, и да. что-то Да. большое. И это П трилогии 2. Потому что «Бэтмен» был бёртоновский, Да, да, шумахеровские. «Бэтмен» был шумахеровский, «Дюна» была линчевская. И много попыток. Много попыток, да. Давай попробуем это поверстать. Многие знают Нолана по «Бэтмену», а Вильнёва знают по По «Дюне». "Дюне". Ну, кстати, да, если гуглишь, я просто проверяла, самый известный и топовый фильм Вильнёва всегда будет идти "Дюна". Хотя до этого у него, извините, и «Бегущий», и куча всего интересного, но "Дюна" выпадает первой. Но потом будет «Бонд», потому что Потом будет Вильнёв "Бонд". снимает «Бонда». Тан-тара-дан-тан, А тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. мог снять Нолан. Всё, ну, вот на этом и всё. Вот такой подкаст. Вот и все. Блин, можно, в принципе, подкаст сделать на 2 минуты, а не на 2 часа. Ну, как Гриш предлагал. Гриш, привет. Короче, первая мысль по поводу Бэтмена и Нолана. Мне кажется, что здесь, знаешь, червячок заползает на эту территорию, на территорию Нолана и Бэтмена, по той причине, что Нолан все таки произвел некоторый переворот в фильмах по комиксам. До Нолана комиксы не были настолько мрачными. И вспомним просто реально Бёртона или Шумахера. Это все немножко гротескное. Даже Джокеры там какие, да, вот это вот прям Мгм. клоуны-клоуны. У Нолана уже Хит Леджер очень серьезный злой персонаж, который вообще не вызывает никакого смеха и каких-то таких милых эмоций. И мне кажется, что Нолан сделал очень крутой переворот. Он прям изменил то, как могут выглядеть и какими серьезными быть фильмы по комиксам. И еще очень важное, он же это впервые экранизация, в которой показано так подробно вообще становление персонажа, самого Бэтмена, самого героя, потому что до этого в кино этого не делалось, и он прям выписан очень хорошо. Вся его вот эта линия. Будешь подхватывать? Что? Я не Будешь понимаю. подхватывать. Долго я буду тянуть? Да, я хочу подхватить. С одной стороны, я с тобой согласен, что Нолан произвел революцию. Но для меня трилогия о Бэтмене, она не очень гармоничная, потому что я обожаю «Темного рыцаря», но «Бэтмен. Начало» Мгм. и «Бэтмен. Что-то там Возрождение еще», где легенды. 3 часа все это длится, и какие-то аллюзии на Диккенса и прочее, на меня не заходят, да. Мгм. То есть для меня «Темный рыцарь» — это эталон, Да, это кино, которое великолепное, но вопрос: а кто сделал лучше в реалистичном жанре? Никто, никто. понимаешь?
То есть, с одной стороны, Нолан заводит нам вот эту серьезность, Мгм. но смотрим, он потом продюсирует фильм "Человек из стали" про Мгм. Супермена, который абсолютно не заходит уже. Он, то есть там, ну, как может быть реалистичным летающий, условно говоря, человек, да? Бэтмен, окей, это детектив, это миллиардер, это отшельник, еще можем поверить, да? Но у него все на изобретениях. То есть ты в это веришь, потому что это без суперспособностей по факту. Это Это без очень приземленный персонаж. Но обрати внимание, DC потом немножко пересолили, они Мгм. перестарались с реалистичностью, Ну да. и мы смотрим на Супермена, да, который сейчас просто супер яркий в Джеймс Ганновской стилистике "Стражи Ну Галактики", да. да. То есть, на самом деле, маятник от вот такого мрачного кино, да, начинает качаться туда, хотя Бэтмен Мэтта Ривза, он все равно более мрачный, Ну эстетский. да. Особняком стоит Джокер, Ну да, это Тодда вообще отдельно. Филлипса, да. А, и кино, которое вообще зашло на территорию еще и фестивального кино. Потому что, напомню, "Джокер" получает главный приз в Венеции. Комиксовый фильм, Но да. он не комикс, он как Ну, он комиксовый персонаж. окей, комиксовый персонаж, но все равно у тебя там Готэм, у тебя там Джокер, Ну, там у сеттинг и все, тебя да, но подход вообще другой, конечно, да, то есть конечно. благодаря Нолану это произошло, но в трилогии для меня один Но у меня фильм также, является только "Темный мощным, рыцарь". да, остальные для меня уже не такие, хотя последняя часть трилогии собирает больше всего. Но я хочу еще сказать, что Вильнёв тоже произвел революцию. Для меня, Вильнёв зашел на территорию медитативного блокбастера. Мгм. Потому что большинство блокбастеров, они сняты достаточно канонично, и по монтажу, по восприятию есть уже некий какой-то паттерн, как должно выглядеть там блокбастерное, большое кино. И здесь, хотя "Дюна" собрала, ну, меньше, да, то есть, по-моему, вторая она там не подобралась к миллиарду сборов, но почти. И так как я такое кино очень люблю, для меня это заход вообще вот на эту территорию, что большие фильмы можно снимать так. Они могут выглядеть вот так, они могут нравиться людям, да, в них больше практических эффектов, в них, более медленные кадры, другая эстетика. Поэтому, ну, это засчитывается для меня. Поэтому мне очень интересно, как будет выглядеть "Бонд", Вильнёва, потому что "Бонд" — это все таки тоже кино достаточно монтажное, быстрое, да, это спай-муви. Но знаешь, о чем я Интересно сейчас посмотреть. думаю? Вот я сейчас тоже думаю в контексте "Дюны", почему она мне симпатична, ну, как бы пока целиком, что с 1 часть, вторая, и я жду третью. На самом деле здесь есть, преимущество самой истории, что у тебя вся история одного персонажа и вся его арка заложена на все 3 фильма. То есть мы начинаем с, Пола Атрейдеса, которого нам представляют определенным образом. У него своя ценность, он не хочет быть плохим, ну, не хочет сделать плохо людям, у него светлые вообще какие-то цели. Во второй части у нас случается этот излом его, и в третьей, скорее всего, будет вот либо борьба, либо превращение до конца в дьявола. И в целом там как будто бы будет очень много событий. То есть в конце второй "Дюны" он отказывается от своей возлюбленной ради этого дела. То есть он резко Да-да-да-да-да-да-да. меняется. И мне кажется, из-за этого это более выигрышная история. У Нолана, ну и вообще в "Бэтмене", у него как будто 3 отдельные истории, связанные общим сеттингом. Бэтмен пропадает, исчезает, и это как будто бы все равно, знаешь, очень отдельные серии. И поэтому, мне кажется, так выпадает "Темный рыцарь", что он один клевый сам по себе, но вокруг него фильмы, которые, ну, ты уже не сильно хочешь и начало посмотреть, каким он был до, и во что это выльется. То есть это не работает как единая сюжетка, мне Возможно, кажется. Нолан не хотел повторяться. Мы с тобой уже Возможно. обсуждали, что Нолан любит оригинальные сюжеты. Да. Поэтому скорее, когда он придумывал третий фильм, который на самом деле более структурно сложный, да, Мгм. там Бэйн с этой его странной, философской какой-то Да-да-да. парадигмой, да, то есть это такое как бы концептуальное кино, более сложное, которое, опять же, в меня не попадает. И скорее Нолан не хотел идти просто каким-то стандартным путем, да, решил немножко как бы выпендриться, собрал $1 000 000, да, но, в общем, как бы, в меня не попал. Вот, но если, подводить итог и сравнивать "Бэтмена" и "Дюну", то я здесь хочу дать червяка обоим, потому что для меня это пример, очень классных экранизаций и отличного захода вообще на территорию экранизации, да, комиксов
и книги в каком-то смысле это эталонные вещи. Вот, 2 часть "Дюны", да, и получается вторая часть "Бэтмен", то есть "Темный рыцарь", поэтому, честно, у меня здесь 50 на Хочу 50. еще сказать, напомнить, что композитор обоих трилогий — это Циммер, Ханс Циммер. Да, И да, мне который кажется, прям музыка и в попадает. "Бэтмене", ну, а в "Дюне" она вообще феноменальная. Мне очень нравится. И то, как он это записывал, это же реальный И она голос. такая она нестандартная, она Нестандарт. аутентичная. Вообще у Вильнёва, это обрати внимание, любовь к пескам, вот к этой какой-то А я тебе знаешь, что эстетике. скажу? Пустыня — это его фишка с самого начала, потому что в 32 августа на Земле, вот эта Так, так. девушка, которая переосмысляет свою жизнь и хочет зачать ребенка, она это своему другу говорит, и он говорит ей, что я готов это сделать, но только в пустыне. И они прутся в Америку, Мгм. в пустыню из Канады, и понимают, что там невозможно это сделать, потому что в пустыне негде укрыться. И у него в целом, напомню, в "Убийце" тоже пустынные пространства. Да, У мексиканские него в пейзажи. "Бегущем" есть пустынные пространства. В тех же "Пожарах" есть тоже такие каменистые, пустынные. То есть это как будто его фишка в целом, он любит Ну, пустыни. хотя "Прибытие", зелёненькое такое, Да, да, очень но зелененькая. Ну и "Пленницы" тоже там в природной такой местности, но глобально много прослеживается природы, любовь да. к пустыне. То есть он с нее начал, и вот он сейчас в "Дюне", это тоже пески и так далее. Но я с тобой, От да. тебя сейчас зависит, кому достанется Так. червячок. Как же поступить? Но на самом деле у меня тоже была большая дилемма, как здесь, раздавать червяка, потому что, как я уже начала свой спич, что для меня вклад Нолана очень важен именно в контексте кинематографа, что он сделал что-то настолько новое, что перевернуло правила игры и сделало фильмы по комиксам как-то интереснее и глубже для меня даже, потому что "Темного рыцаря" тоже обожаю. Но при этом "Вильнёвская Дюна", она великолепна, и на контрасте с ладно, это вообще разные вселенные. Линчевская Дюна офигенная. Её надо просто смотреть, через призму шутки. Вот. Но я бы тоже сделала 1:1. Ну, Это давай, справедливо. давай, раздадим червячку Мне по кажется, это червячку и справедливо. тому, и тому. Это справедливо. Согласен. Пяу-пяу. Что, у нас есть еще перед, следующим сплитом еще одна игрушка, вторая. Мы решили пофантазировать на тему. Опять же, разложили 8 карточек. Здесь 4 фильма Вильнёва, 4 фильма Нолана. И каждый из нас вытянет по одной, и попытается пофантазировать, а что было бы, если бы этот фильм снял другой режиссер? Ну, М. типа Нолан или Вильнёв. Тяни карточку. Я? Опять Да. я? Хорошо, ладно. Какова твоя участь? Пожары. Это интересно. Это Вильнёв. "Пожары", да, это фильм Вильнёва, про который мы сегодня много, рассказывали, который на самом деле построен весь на одном большом твисте, Мгм. который я точно не буду рассказывать. Ну, да, я Кто орала. не смотрел "Пожары", обязательно посмотрите это кино. Я его пересматривал недавно, и оно заходит так же, как 1 раз. Как бы это снял Нолан? Интересно, что в этом фильме, в "Пожарах", тоже есть игра со временем. Да, То есть мы видим события, которые произошли в прошлом, которые произошли в настоящем, и в каком-то смысле мы тоже собираем это как, некий пазл. Мне кажется, что Нолан, сделал бы нечто похожее, только еще больше бы, запутал нас. То да, потому есть что сильно простое тут. да, я думаю, что, здесь больше акцент на историю, и мне Да. кажется, Нолан попробовал бы больше нас, запутать. Интересная особенность, "Пожаров" еще в том, что, мать и дочка там очень похожи, Да, и когда мы видим прошлое матери и настоящее дочки, они иногда, сливаются. да, даже возникает ощущение какого-то, смешения, а кто из них, кто. Поэтому мне кажется, что Нолан ушел бы больше вот в эту вот тему, да, схожести этих, героинь и построения фильма, в принципе, нарративно так, чтобы вот больше запутать, след. Но так как это кино основано на пьесе, Мгм. причем автор, который написал "Пожары", у него есть еще одна известная экранизация — это "Анатомия падения". Мгм. Фильм, Недавно. который, получил "Золотую пальмовую ветвь", да, поэтому это классный литературный Да. материал. Поэтому я думаю, что если бы Нолан заходил на эту территорию, он бы все равно был в рамках этого сюжета, но без фишек, своих, со временем, с реверсивностью он бы
Я Он бы не знаю, что он отказался. еще бы сделал. Я Давай, знаю, что давай, он давай, еще давай. бы сделал. Вместо сестры расследование проводил бы брат, И и вместо вместо матери матери был был бы бы отец. отец. Блин, это офигенно, это офигенно, да-да-да. Стебем главную фишку. Ну, как есть, как есть. Да-да-да, согласен. Хороши. Ну Давай давай. ты, давай. О, Оппенгеймер. Опенгеймер. Блин, вот я думаю, это интересно, потому что мне кажется, при том, что я небольшой фанат фильма «Оппенгеймер», и мне было достаточно тяжеловато. Но у меня есть фишка с байопиками, я их, в принципе, не люблю. Но на самом деле «Оппенгеймер» во всей фильмографии Нолана сделан очень интересно, и он достаточно эмоциональный. И мы с тобой уже обсуждали, что здесь появляется вот эта моральная дилемма Оппенгеймера, что пойти на какой выбор? Продолжить быть гением и изобрести то, что он изобрел, либо сдаться и не делать этого, зная, что это все равно кто-то изобретет. То есть клевый такой вот дьявольский момент, и мне он очень нравится. И мне нравится история со сценарием, что часть сценария написана от лица Оппенгеймера, то есть от «я». Это очень необычно, и это чувствуется. И в целом вот эта фишка с перевертыванием времени, мы не понимаем, это черно-белое, цветное, мы в какой модальности вообще находимся, это все очень круто работает. Но мне кажется, что если бы это делал Вильнёв, возможно, его история была бы чуть линейная, чуть более линейная. Наверно, бы он так сильно не перепутывал, вот эти линии, но он бы сильнее вытягивал моральный вопрос. Мне кажется, это прям бы звучало в течение всего фильма, как это происходит в его там, в тех же пожарах. И у Опенгеймера был бы женщиной. Да. Нет, я, кстати, думала об этом, потому что в «Оппенгеймере» есть, 2 персонажа. Это жена Оппенгеймера и его любовница. Это, мне кажется, такие прям костыльные персонажи, которые вроде бы работают, но не сильно. Мне кажется, у Вильнёва просто эта линия была бы сильно ярче. И даже если бы главным персонажем продолжал быть Оппенгеймер, женщины вокруг него играли бы большую роль. А возможно, кстати, интересно, это вот сейчас как, произошло с Присциллой, Элвис и я, когда история Элвиса показана глазами Глазами Присциллы. Мне Присциллы, кажется, да. это было бы офигенно. Ну, глазами жены или глазами той же любовницы, потому что они Ну, всё-таки или бы разные. эти героини стали бы важнее, Да, значимее, да. И мне кажется, что Оппенгеймер Вильнёва был бы все таки более вкрадчивым, таким медитативным да. кино. Меньше Возможно, пафоса там да, было бы. 100% меньше пафоса, да. Знаешь, у меня вот, я теперь называю это эффект «Интерстеллара», Мгм. когда первая часть фильма мне нравится, и с Оппенгеймером было так же, когда Нолан меня купил. Они готовят этот манхэттенский проект, да, все это заваривается, но дальше, через 1,5 часа, я начинаю уже уставать от этого ритма, от уровня пафоса, от того, насколько меня нахлобучивает эта Да. история. И я уже начинаю просто там терять Ну как бы да. фокус внимания, терять интерес, чисто эмоциональный интерес, да. То есть я просто уже смотрю как на такой формальный эксперимент. Мгм. Хотя как в "Оппенгеймере" сделан взрыв, Ну, это красиво. как центральное событие, да, которое меняет И он восприятие главного понимает в этот героя. момент что-то, Да. что наделал. Да, и мне кажется, просто реально это очень женская могла бы быть история, потому что жена же его как будто бы пушила в этот проект, а любовница, там же есть эти клевые сцены, где они, Оппенгеймер, там единственная сцена, где он появляется голым. То есть он как будто бы с ней оголяется и немножко по-другому себя чувствует. Кажется, Вильнёв бы это покруче Мне снял. кажется, это Как-то было вот бы те очень но он начал хорошо. снимать голых людей, и что-то Странное, да? перестало, Неестественно. да, работать. Да, Мне кажется, да. тут материал Хотя хороший. "Войнушка" вроде бы мужское дело, да, но Это посмотреть клево. "Сикарио", вспомни Да, главную героиню, где мы героиня. смотрим на мир вот этих всех, наркомафиозных разборок, да, Но глазами это же интересно женщин, со главной стороны страны. посмотреть. Да. Окей, мы смотрим со стороны, от лица Ну, тогда бы это персонажа. был не миллиард Ну, долларов, а, понятно, блин, это я было не бы знаю, инди-кино. да, инди-кино. Ну вот, Ты бы его посмотрела, я да. больше никто. Окей, классная разминка. Переходим к нашему пятому сплиту. Любимый сплит. Любимый? Пятый сплит — это сцены, вау-сцены. Мы должны с тобой выбрать по 5 сцен. Это не обязательно должны быть сцены поровну, да. Да. И, собственно, разобрать, сцену как вообще единицу фильма, как то, что на нас воздействует, Да, ну и в целом в конце влияет. посмотреть, у кого какого режиссера будет больше. То есть тут же интересно, что ты выбираешь 5 из двоих, из Да, обоих, да. и потом сравнить, у кого Хотя тут и кого больше. персонажи, и Но мы берем визуал. сцену, да, в Да, комплексе, потому что у все меня собралось. интересный результат, конечно. Ну, я не сомневался, что у тебя интересный результат. Ну, спасибо. Ну, давай, погнали. 5 твоих, 5 моих, да? 1-1 давай. 1-1, окей. Я. Ну, стартуй. А,
Слушай, первая сцена — это ограбление в "Темном Так и рыцаре". знала, я так и знала. Ну, это, во-первых, это омаж, фильму "Схватка", да, Майкла Манна, который сейчас, я надеюсь, сделает ремейк. Но это великолепная сцена. Мне кажется, это вообще одна из лучших интро-сцен в кино. То, как это сделано, то есть это отдельная драматургия внутри фильма, и здесь это работает великолепно. И вот этот вот саундтрек, да, и все начинается с кадра, где Джокер стоит спиной к нам, и Мгм. потом, когда он снимает маску, и мы видим, что это Джокер, его вот это хитрый план по тому, как это все, да, нужно устроить, как он запрыгивает в автобус, ну, это великолепная сцена, Да, да, то есть да. это просто топ of the top. Я думала про нее. Ну, я знала, что ты её выберешь. Ну, погнали, я буду, той самой занудой, которая выбирает инди-фильмы и сцены из инди. Адепт раннего Света, нам Вильнёва. нужны просмотры. Ранний Вильнёв. Ребят, просто, пожалуйста, все пришли домой, а вы дома, посмотрели эти фильмы. Я, на самом деле, начала с Вильнёва, потому что я, видимо, под впечатлением от его ранних фильмов. Правда, я одержима сейчас. Первая сцена, которую я выбрала, она как раз таки из его полнометражного дебюта "32 августа на Земле". И эта сцена, а, я напомню, что они договариваются, что они будут делать ребенка, и для этого они едут в пустыню. Реально приезжают в эту пустыню, а там пустыня, вот, не знаю, она выглядит как солевая, знаешь, какая-то просто вот эта очень Мгм. светлая пустыня, и там реально ничего нет вокруг, и их привозит туда таксист. И они начинают идти от машины и понимают, что им негде заняться сексом. Они не могут ничего сделать, и они типа прилетели в другую страну, и еле доехали до этой пустыни. Они не Вот это смогли. сексуальная фантазия, Да, они конечно. не смогли снять тачку, потому что потеряли права. И то есть у них ситуация, в которой они приехали главное сделать и не могут этого сделать. И мне кажется, это так смешно и иронично, и ты понимаешь, что, ну, это какая-то такая вот глупость вся эта затея. Типа она хочет этого, он согласен, но только в пустыне. И это какой-то, знаешь, абсурдный абсолютно Он юмор. согласен, но только на червяке гигантском, Да, только который если это мчится, мы да, да. оседлаем червяка. Если привязать скотчем друг друга к этому Да, и вот червяку. мне вот нравится ощущение вот этого абсурда в этой сцене, что они просто там оказываются и такие типа: Такие: "Блин, походу не мы не получится". подумали о том, что в пустыне это невозможно сделать". И они просят таксиста уехать Мгм. и вернуться за ними через час. В итоге они понимают, что, ну, в пустыне не прикольно, и они не будут этого делать. Они ждут час этого таксиста, он за ними приезжает сильно позже, они уже, знаешь, все высохли, Это пересохли. прям третья часть "Дюны", Блин, да? это так офигенно! Мне так нравится эта сцена. Она такая, знаешь, еще снята вот в этой пустыне, вот это пространство белое практически. Они вдвоем сидят вот на этом песке или что это, и понимают, что ну какую дичь они вообще совершили, зачем они сюда приехали. Мне очень нравится эта сцена. Кайф. Моя вторая сцена из, фильма "Пленницы". Нет. Надеюсь, какая-нибудь миленькая. Миленькая. Нет, в фильме "Пленницы" нет милых сцен особо, но это, опять же, я не буду сильно спойлерить, потому что Мгм. это финальная сцена. М. Но назову это сцена со свистком. Блин, не вспомнила И, я. те, кто смотрел, как бы, эта сцена сразу, я думаю, вспыхнет. Те, кто не смотрел, посмотрите "Пленницы". Но это та сцена, которая эмоционально попадает, на самом деле дает, надежду. И это как вот такой крутящийся волчок из, фильма "Начало", да, но в фильме про серийного маньяка. И такого фильма достаточно безысходного, Да, неприятного. где, кажется, уже не будет, какого-то лучика света, Мгм. но там нет света, но там есть свисток, да. И эта сцена производит, Да. впечатление, Но да, она такая и она катарсическая. она классическая, да. Ой, любишь ты то Гунду, то Пленницы. Хорошо, моя вторая сцена. Перейдем к моим милым инди-фильмам. "Водоворот". Снова. На самом деле, я не буду сейчас спойлерить. Это тоже финальная сцена. Спасибо. И я уже сказала о том, что там у нее сложный моральный выбор, рассказать или не рассказать. И вот это происходит после того, как она совершает этот выбор. И там, сцена, которая тоже вызывает очень сильный катарсис и такие интересные ощущения. И она тоже, знаешь, такая типа: "Да-да, нет-нет, да-да, нет-нет". Она офигенная. Вот я всем рекомендую еще "Водоворот" смотреть ради этой финальной сцены. Беру ее. Рекомендую всем полюбить инди-кино так, как его любит, Света. Окей, погнали дальше. А, 3 сцена — это "Враг Вильнёва".
С пауканом? Вот с этим вот, персонажем, который у нас здесь присутствует в кадре. Опять же, я не буду спорить, хотя можно ли проспойлерить эту Это моя сцену? сцена. Это твоя сцена? Да, Слушай, ну хоть одна сцена у нас с тобой должна совпасть, мне финальная. кажется, да. Я лишь скажу, что это кино достаточно малобюджетное, да, как тебе нравится. Вот, такое компактное, в котором практически, наверное, нет вообще, ни графики, ни эффектов, кроме одной вот Паукана. этой сцены, которая производит действительно мощное А ты, кстати, знаешь, впечатление как она своей. делалась? А, но, по-моему, Там они реальный они паук снимали реального паука, а в потом его маленьком скейлили. пространстве, да. Да, да. Это классная сцена, и даже ради нее стоит посмотреть это кино, которое немножко выбивается, мне кажется, из фильмографии Да. Вильнёва, потому что это кино, Но не из ранней. оно не раннее. Кстати, интересно, что Не-не-не, было не снято в выбивается один год с, пленницы. "Пленницами", Не да. выбивается из ранней Не фильмографии. выбивается, да, согласен, согласен. Выбивается скорее из, поздних Поздней, да. фильмов, да, потому что все таки "Пленницы" — это кино такое более Ну, сюжетное, ожидаемо, да. тем более оно вокруг, серийного маньяка, да, и супер вообще как Мгм. популярная тема Ну, вот почему-то. эта сцена с пауканом — это финал, и это выглядит как кек. Ну, типа, это же, типа, всё. Ну Это очень да, смешно. Там, понимаешь, да, символизм да, этого да, паука, символизм но этого ты просто паука, да. смотришь, и очень напряженный фильм, и этот паук в конце — это очень круто работает. Она попадает в подсознание. И Знаешь, очень многие расслабляет как классные будто. сцены, они, мне кажется, заползают куда-то Да, внутрь прикольное ощущение. подсознания и просто иногда Да, флэшбэками, да, каким-то ассоциативным рядом, бам, типа, нравится, вау, это сделано круто. нравится. Ну, тогда я пропускаю сцену, потому что у меня та же самая У тебя сцена. есть эта сцена, да? Да. Снова Вильнёв. О-о. И вот ты сейчас описывала сцену, как пара пытается заняться сексом в пустыне, да, Мгм. на червяке. А, Додумались чуть-чуть. то для меня эта сцена, хотя, знаешь, я опять вступаю на территорию супер чего-то мейнстримового и пафосного, но если здесь мы с тобой, да, как-то поделим роли, да, что ты инди, я, в общем, мейнстримчик здесь, хотя в Мейнстримчик, целом я мейнстримчик. мейнстримчик. Это сцена во второй части "Дюны", где Пол взбирается на Червя? червяка. Да, и она просто классно сделана, потому что она такая, знаешь, как бы супер реалистичная. Да. Вообще, насколько может быть реалистичная сцена оседлания гигантского паука. Ой, не Мгм. паука, господи, пауки заползли уже мне в голову. Червяка. Червяка, да. Но она сделана эмоционально, потому что у этой сцены есть свидетели, да. Да. Его девушка на это смотрит, как этого персонажа, зовут, которого ты Стилка выбрала? Стилгард. Да, и она просто красива, и там красиво. работает музыка, и там работает вот это напряжение, и тут мы понимаем, что он, герой. То есть она такая немножечко мифическая, да, Да. архетипическая, сказочная сцена, которая классно работает на большом экране. И вот та сцена, которая до мурашек она. Хотя как бы вроде бы и понятно, как это все собрано, и она ожидаемая, да, но сделано талантливо, да. Согласна. Я про эту сцену тоже думала, потому что она правда вызывает катарсис. Но моя четвертая сцена тоже по Вильнёву. Простите, все фанаты Нолана. Но это сцена из "Бегущего по лезвию". И это сцена, когда, герой Райана Гослинга приходит к герою Харрисона Форда, и у них происходит драка вот в Да, этом заброшенном, что это ресторан. И это очень клёво сделано, потому что они начинают драться, но в какие-то моменты появляется голограмма на сцене, выступление Элвиса Пресли, еще каких-то, и они поют, чуть-чуть поют что-то про любовь, резко прерываются, они там дерутся, потом опять прерываются песней. И это очень, типа, странно, некомфортно, тебя постоянно выбивает из этой драчки, и ты постоянно включаешься, и ты в какой-то момент герой Харрисона Форда останавливается и говорит: «Вообще-то я люблю эту песню». И это такой да-да-да-да-да-да. какой-то юмор. Это, вот, кстати, то, что мы с тобой забыли проговорить в начале, Что про реально, да, отличие, да. что на самом деле Вильнёв более юморной, у него есть шутки. Даже в очень серьезных В работах. "Мементо" есть, пару шуток. Ну, «Мементо». Всё. Ну ладно, нет, есть в «Бэтмене» милые моменты, но мне кажется, что в целом Вильнёв больше юмора добавляет в очень серьезные сцены. И вот эта сцена — это прям пример для меня. Она мне такое удовольствие принесла. Она классна еще тем, что получается, что в Лас-Вегасе мы предполагаем, что раньше это было какое-то Да-да-да. суперпопулярное место, где голограммы Элвиса выступают, а сейчас там живет один Харрисон Форд и его И спившаяся пьет, да. собака. Да-да. Вот. И да, на контрасте, когда то приходит Гослинг и вот эта файт-сцена,
но при этом она придумана, она действительно Клёво. Это сконструирована не просто интересно. Это клёвая драка, сцена, это да. про какую-то их коммуникацию на самом деле и про их чувства, потому что он такой: "Я люблю эту песню". Ну, это клёво. И они после этого останавливаются и идут общаться Да, после песни. да, Офигенная да. сцена. Ну, а Элвис последняя? их, сближает. Да, последняя? Последняя сцена, я сначала думал выбрать из, "Бегущего", но потом, а, вспомнил, что есть в "Темном рыцаре" еще Чуть-чуть Нолана. еще одна сцена. Да, то есть у меня получается, что обе сцены из "Темного рыцаря" — это финальная сцена, где, Джокер переворачивается в Да, класс. кадре, и она мне нравится тем, что она, конечно, и просто производит какое-то нереальное впечатление, но она еще очень концептуальная, потому что мы начинаем смотреть на Джокера как бы его глазами и смотрим его перевернутую картинку мира, и что на самом деле все, что творится в его голове — это его странное, такое искаженное, хаотичное восприятие действительности. Мгм. И это просто как бы классно придуманный кадр, который попадает и в персонажа, и в эстетику фильма, и в целом он, запоминается, потому что там работает и звук, и цвет, и просто эта сцена, она как-то так вот вибрирует и наполнена какими-то эмоциями, такими Мгм. эмоциями вот этого хаоса, да, Хита Леджера, Джокера. Просто идеальная сцена. Хорошо, в конце добавлю чуть-чуть Нолана. А, я взяла сцену, но на самом деле таких сцен несколько. Несколько сцен в "Дюнкерке", когда я напомню, что "Дюнкерк" построен по принципу, что у нас есть 3 временные линии. Это спасение пехотинцев, попытка их перевести на другой берег, которая длится неделю. Это один день, когда лодки плывут спасать этих пехотинцев, и 1 час — это летающие самолеты, которые пытаются расстреливать врага. И есть несколько сцен в "Дюнкерке", когда ты понимаешь, что у тебя вот в этой точке эти линии соприкасаются. Когда, там едет вот этот, идёт вот этот кораблик и летит самолет, и мы видели уже эту сцену с Мгм. другого ракурса, Есть и такое да, узнавание, и в этот да? момент такой: "А, вот здесь они Да, склеиваются". да-да-да-да. Вот таких сцен штуки 3, наверно. Или сцена, когда тонет корабль, на котором потом Киллиана Мёрфи они подбирают. То есть и вот в эти моменты я испытываю какой-то вот восторг и какую-то вибрацию Но в вообще теле. такая эмоция типа: "Ах, вот Да, оно в этот что!" момент это Да, да. произошло, и у тебя так клёво склеивается эта картинка, и вот это вызывает у меня очень приятные И Нолан ощущения. потирает ручки Да, такой, но да, видишь, это это не действует. конкретно сцена, это приёмчик. Это прием, да, это Но такая я не могу, механика, мне да. очень я в этих сценах прям ликую, когда понимаю. Но это связано со сценами, да, это Да, все это равно, так выстроено. это в том числе монтажно, потому Да. что у Нолана очень много сцены работают в монтаже, Мгм. а у Вильнёва больше работает как Да, единая да, я сцена, да, и в согласна. этом разный их подход, поэтому эстетски Да. может по-разному, заходить или не Мгм. заходить Ну отдельному что, мне отдельному кажется, зрителю. у нас очевидно здесь победил Вильнёв. Так, ну, у меня получается 2 у Нолана, 3 у 3. У меня Вильнёва. 4 и Да, 1. да. Но здесь Но тогда, здесь да, червячок у уползает нас в Вильнёв. длинные медитативные кадры. Что, розыгрыш? Розыгрыш. Дождались мы розыгрыша. Да, напоминаю, что мы в этом выпуске решили разыграть журнал "Орнамент", про Нолана. Он очень клёвый, там офигенная концепция, он построен задом наперёд. Вы увидите, как это устроено, и мы хотим разыграть не только журнал, я думаю, щас он появится где-нибудь у нас на экране, но и двусторонний постер, Вау. и стикер-пак. То есть это полный пак, который получали наши читатели по предзаказу. То есть это уникальная штука, которую нельзя купить всю вместе. Супер синефильская штучка. Супер синефильская штучка. Для этого нужно совершить вообще супер простые действия: быть подписанным на наш канал, поставить, палец вверх этому видео и оставить комментарий, какая ваша самая любимая сцена из фильма Нолана и из фильма Вильнёва. В описании будут подробности об этом розыгрыше, там же будут все сроки. Мы продублируем туда все условия, всё прикрепим, чтобы вам было удобно. И всем удачи! От себя добавлю, что выпуск, очень крутой, и особенно в меня, попал материал про опенгеймера, на Мгм. самом деле. Он Хотя классный. фильм в меня не супер зашел, но благодаря этому выпуску я многое, на самом деле, для себя, переосмыслил, да. Мгм. И опенгеймер, что с точки зрения иллюстрации это выглядит, очень круто, очень Кстати, круто. хотела добавлю, что
подписывайтесь на наш телеграм-канал, он тоже, ссылка на него есть в описании, потому что там мы периодически тоже проводим разные розыгрыши, конкурсы, просто много пишем сейчас о кино, делаем какие-то мини-сплиты, голосовалки, то есть там у нас активная жизнь. Всякий доп-контент туда Всякий прилетает, да. доп-контент туда, прилетает, поэтому подписывайтесь. Последний сплит, 6-й, Да. мы с тобой должны выбрать по одному фильму всего. По итогам. По итогам. Один фильм имеется в виду из обоих режиссеров, фильмографии Да, обоих да, режиссеров. Ну что, кто да. начнет? Ты знаешь, у меня просто здесь стоит 4 фильма и Начинай. знак вопроса, Не да, выбрал. потому что я не выбрал. Нет, на Ага. самом деле сейчас я выбрал, и с твоего позволения я скажу, что я выбрал. Я разрешаю тебе сказать, Да, что ты выбрал. спасибо. Лучший фильм По версии Артема Коновалова. для меня — это «Мементо». Мгм. Конечно, я сегодня много восторгался «Темным рыцарем», и аж 2 сцены я оттуда выбрал. Я не думала, что ты его выберешь. И безумно мне нравится эстетика «Блейд Раннера», и вторая Мгм. «Дюна», и «Arrival», где я выбрал лучшую героиню. Но «Мементо» для меня, как я сегодня сказал, очень герметичный, консистентный и такой как бы совсем синефильское кино, да. И мне очень нравится, что это второй фильм Нолана. Видно, что он голодный, креативный и просто вот как бы такой крутан, да, Мгм. который, разумеется, придет в большое кино, который будет снимать большие фильмы, получит «Оскара». Все это впереди. Но сейчас это такой синефильский самородок с действительно великолепным кино, которое, до сих пор смотрится классно, в котором и прекрасный сценарий, и есть женский персонаж, да, который работает. Поэтому, наверно, overall я выбираю, «Мементо». И мне безумно нравится эта фишечка с полароидными снимочками, с татуировками, да. То есть это недорогое, но супер креативное кино, которое моей синефильской душонке, в общем, как-то очень запало. Ну, Поэтому «Мементо». знаешь, что прикольно? А, я выбрала фильм Вильнёва, но это второй фильм Вильнёва. У тебя второй фильм Нолана, у меня второй фильм Вильнёва, Так, это полнометражный. который опять, да, там снят за 5 «Водоворот». рублей? Да, это «Водоворот», Мгм. который я выбрала в любимый свой сюжет, из которого у меня была сцена финальная. Честно, меня прям сильно впечатлило. Меня сильно впечатлила сама история и сами моральные вопросы. Я много об этом фильме говорила. И опять же повторю, что я, ну, больше, если у меня есть выбор, я, конечно, выберу что-то инди и маленькое. Мне просто это больше по душе, хотя большие проекты мне тоже нравятся, и в них есть свои какие-то плюсы для меня и приколы. В маленьком Но кино больше души. да, Оно делается более компактной командой, и мне кажется, что авторам проще, в общем, разлить себя в это кино. Потому что, например, если взять «Following», первый фильм самый Нолана, первый. то многие, члены съемочной группы, они совмещали разные Да, обязанности. Они и снимали, и монтировали, и писали. Это очень такое маленькое кино, которое снято, да. компактной Но мне группой. понравилось, как ты сказал, что что Нолан в «Мементо» — это голодный, до креатива и до создания Да, фильмов режиссер. Мне кажется, с Вильнёвым здесь то же самое. Это его второй такой большой проект в рамках «Начала». И это история, которую он сам придумал. И мне кажется, это очень ценно, что это да. он сам придумал, его эти вопросы интересовали, и он об этом снял тоже очень компактное, маленькое, визуально минималистичное кино с офигенным посылом. Так что, мне кажется, здесь 1-1, по-честному. 1-1. Давай, прежде чем мы перейдем с тобой к подведению итогов, Давай. сделаем некий summary. Да, у нас с тобой Давай. была такая небольшая одиссея на острова Хм. Нолан и Вильнёв. Да. Что мы хотим сказать? Какой вывод мы хотим сделать? И есть ли он вообще? Мне кажется очень интересным пути этих двух режиссеров, что вот заметь, мы выбрали по второму фильму, и для нас это какое-то прям самое-самое интересное у них на старте. Они начинали Много вот вибраций здесь. Да, они начинали примерно в одно время. Они же примерно одного возраста, у них там Мгм. разница в несколько лет. И у них как будто бы есть какой-то похожий путь. У Нолана просто чуть короче было начало, что он снял «Преследование», потом «Мементо», а потом уже в какие-то, ну, более масштабные проекты перешел. Вильнёв чуть дольше вот в этом инди сидел, и он только с «Пленниц», мне кажется, вышел на какой-то масштаб.
Но что я заметила, очень интересная тенденция у них к сейчас происходит, что, окей, у Нолана давненько уже была трилогия Бэтмена, у Вильнёва сейчас трилогия Дюна, но посмотрите, что они делают сейчас. Нолан снимает "Одиссею", а вообще-то Вильнёв снимает "Клеопатру". И там играет Зендея. Пеплумы. И там И там играет Зендея? Зендея. Если у Нолана она играет Чани, Мгм. тоже очень важная героиня, девушка Пола Атрейдеса, то здесь она играет Клеопатру. Это вот такие женские очень сильные персонажи. Плюс, про твоего любимого Бонда. Ой, можно я про Бонда? Я просто Да, сдерживался давай, так просто говори про долго. Бонда. И к тому, что тут интересно, что решалось же, кто будет, Нолан или Вильнёв. Да, я на самом деле обожаю Skyfall. Это вообще, мне кажется, лучший, М. Бонд из, современных. И между Ноланом и Вильнёвым, была такая неформальная гонка, кто же снимет Бонда. У Нолана были попытки вообще сделать эту экранизацию, но он там не сошелся во взглядах, во мнениях. В итоге он снял как бы своего Бонда, это фильм, "Довод", Мгм. сейчас ушел в другие материи. И тут уже официально подтверждено, что нового Бонда после "Дюны" будет снимать, Вильнёв. И очень интересно будет посмотреть, что это за кино. Поэтому как бы эту гонку выиграл Вильнёв, да, Ну, гонку вот за Бонда, гонку за Бонда, да, но не наше разумеется, сердечко. гонку за Бонда. Честно, я бы с удовольствием посмотрел интерпретации обоих режиссеров, Мгм. да, очень интересно. Но в его видении посмотреть на более трагического Бонда, Это мы надеемся на это, М, да? я Это мы на это я надеемся. надеюсь, я надеюсь. Хотя, ты знаешь, в "Дюне", вот то, что "Дюна" все таки 13+ фильм, а не 18+, Мгм. не хватает немножечко вильнёвского насилия, да, Ну, для кстати, меня. реально, ну Да, что? потому что если посмотреть его ранние Да там фильмы, убийца один да, чего там стоит. там очень много насилия. Оно часто оправданное, и мысли, что оно там эстетизированное. Но как будто бы в "Дюне", мне немножко не хватает Мягенько, некой мягенько некой так, да. кровавости. Я понимаю, что опять же, сборы, прокат, да, наверно, важно было, тем больше медитативное кино. В общем, Мгм. важно было его сделать более зрительским, да. Ну, посмотрим на Бонда Вильнёва. Это супер, супер интересно. В общем, я уже в голове фантазирую, что это будет за кино. Вот ты сказала, что они синхронизировались. У Нолана все таки сейчас уже есть "Оскар", Ну да, у ждем Вильнёва Вильнёва. нет, хотя, Но столько номинаций было за "Дюну". фестивальные призы есть, да. Еще интересно посмотреть по сборам. Сейчас, суммарно у Нолана примерно $6 миллиардов сборы, у Вильнёва 1,5, Ну, да. блин, Но здесь у нас еще у Нолана выигрыш третья там "Дюна", Ну у да. нас еще "Бонд", поэтому мне кажется, что они могут в какой-то момент, Мгм. сравняться, хотя Нолан, кажется, сейчас более кассовый Ну, у него режиссер. больше как будто таких, как я сказала, что вначале Нолан быстрее перешел к большим проектам Да, он кассовым, у быстрее Нолана дольше адаптировался, это шло. при этом сохраняя авторский какой-то Да. подход, да. Поэтому, в общем, ребята засинхронились. Да. Есть, кстати, даже на просторах "Ютуба" одно интервью, которое они дают друг другу. Мгм. Вот, его можно тоже посмотреть. Они там тоже говорят про Бонда. Вот, но тогда еще, не было известно, что Бонда будет снимать Вильнёв. Поэтому это интервью сейчас тоже смотрится Мгм. интересно. Вот давай подводить итог. Ну что, у нас какой итог? У нас с тобой 3 червячка на стороне Нолана и 5 на стороне Вильнёва. Я нас поздравляю. Блин, я не ожидал. Слушай, я, честно, не ожидал. Я заходил на эту территорию, в общем, девственным и чистым. Вот, но для меня неожиданно, что победил Вильнёв. Но я напомню, что в этом выпуске мы еще сравнивали эмоциональное и рациональное. И давайте посмотрим, что у нас, победило. Итак, в этом выпуске победили эмоции. Е! Эмоциональный выпуск. Наконец-то мы с тобой сделали эмоциональный выпуск. Блин, а не то, что до этого было. Ну да, до этого у нас в Сидели основном вялые. мы где-то в дебрях разума плутали, да? Да. Не, ну меня это Поэтому радует. поэтому победил Вильнёв и эмоции. Эмоция. Да, откройтесь эмоциям. Позвоните маме, погладьте щенка. То есть как еще можно проявить эмоции? А с вами был Сплит Скрим. Увидимся в следующий раз. Пока.